слово «освобождение» из памяти сегодняшних поколений и изобразить конец войны не как победу русских, американцев над немцами, а как начало новой оккупации, на этот раз русской оккупации. То есть эти обе оккупации имеют как бы равную основу, с той разницей, что это российская опять угрожает нам. Вацлав Клаус говорит, что мы приняли коммунизм более-менее самостоятельно. И действительно, дело в том, что вот лживая манипуляция и искажение истории включают ложную интерпретацию коммунистической эпохи. Чехи как бы не могут себя винить за коммунизм. Они были оккупированы русскими, и те навязали коммунизм Чехословакии. На самом деле дело было сложнее. Дело было иначе. Советские войска, которые освободили большую также часть Австрии, включая Вены, были очень быстро выведены с чешской территории. Чехи и словаки сами выбрали коммунистическую партию на демократических выборах. Коммунисты здесь действительно имели массовую поддержку после войны. Но сегодня этот факт никого не устраивает. Клаус как раз отмечает, что чехи приняли коммунизм более-менее самостоятельно. И во многом из-за разочарования по поводу очевидного отсутствия интереса западных держав к нашей стране и ее будущему. Чехи критикуют поведение Франции и Великобритании в 1938 году в Мюнхене, но и по сей день не могут допустить, что только Россия и Германия имеют действительно серьезные интересы к их стране. Исторический опыт чехов должен привести их к осторожности. Однако вместо этого чехи продолжают свое. Тогдашний страх перед Германией привел нас к коммунизму и к 40 годам вассальства по отношению к Советскому Союзу. А сегодня мы в ответ поглощены антироссийской историей, но не замечаем, что постепенно снова превращаемся в протекторат, на этот раз Европейского Союза, но во главе с Германией. Между тем, в чешской среде произошла невероятная и еще недавно непредставимая перемена. Германские оккупанты и их зверства пропали с горизонта. Гитлер, его чудовищный режим и террор в мейнстриме СМИ стали всего лишь фоном, о котором речи вообще не идет. Сегодня даже нельзя говорить о немецкой оккупации или преступлениях, только о нацистских или гитлеровских преступлениях. Такое вот смещение небольшое, но очень важно. Гитлера и нацистов ведь уже нет. Поэтому в соответствии с сегодняшней политкорректностью мы этим никого не задеваем. На их место были назначены русские, народ, который заплатил за немецкую агрессию и за победу над агрессором самую большую цену. Тем сильнее позор, когда это происходит в стране, ставшей одной из первых жертв нацизма, и чешское население, которое было обречено на ликвидацию. Я бы здесь хотел вернуться к временам чешским предвоенным, к временам договора Риббентропа-Молотова, потому что и вокруг него ведутся политические бои за искаженную и неискаженную историю. И механизмы обсуждения, механизмы оценки и манипуляции здесь аналогичны современным событиям. Напомню, что Москва подписала этот договор, по сути дела, последний. Польша аналогичный уже в 1934 году. Великобритания вскоре после этого, а потом еще несколько стран. Ни Лондон, ни Вашингтон договоров в Москве не предлагали. Она же делала предложения снова и снова, с первой половины 30-х годов. Это было как горохом об стенку. Визит британских и французских военных послов летом 1939 года был пустой тратой времени. Москва предложила им подготовить комплекс совместной защиты от нацистской агрессии, а Лондон и Париж прислали второстепенных лиц. С самого начала они сообщили советским маршалам, что у них нулевые полномочия. Их собственные предложения в Москве по реальной совместной обороне отсутствовали. То, что это не было оплошность, что это было намерение, признают не только некоторые участники миссии, но и их начальство.
когда Гитлер отправился в Париж, а Люфтваффе сбросили бомбы на Лондон, самокритика раздавалась с самых высоких кресел. Достаточно посмотреть мемуары Черчилля и де Голля. Последние иллюзии были разрушены у чехов Мюнхенским диктатом. На весах как бы лежали две гирьки, которые заставили Бенеша сдаться. Первое было жестокое давление со стороны Франции, Великобритании, а также Соединенных Штатов и их марионеток в Латинской Америке с целью уступить Гитлеру. А поэтому, вот очень интересно, в противном случае в конфликте обвиняли бы Прагу, а не Берлин. Потому что Чехословакия была передана Гитлеру тогда на долгие годы. Это именно так сформулировано Бенешем в своем дневнике в Мюнхене. Как прелюдия к агрессии на Востоке. Только Москва, в отличие от сегодняшних лжецов, уже тогда предлагала Чехословакии союз. Но Бенеш не принял предложение. Он опасался, что останется с Москвой один против Гитлера. И шансы на создание более широкой антигитлеровской коалиции упадут до нуля. Позднее он утверждал, что после 30-го года в Лиге наций для того, чтобы сыграть свою особую роль в общеевропейской политике, произошел значительный поворот. Самая резкая критика внутренней ситуации в России, связанная с агрессивными действиями против всех тех, кто относился к коммунизму более либерально и стремился к сотрудничеству с Советской Россией, в 1933-1934 годах стала одним из основных инструментов европейской политики. Русский коммунизм был показан миру в самых ужасных красках. Он готовился к мировой войне, к мировой революции, не спровергал европейские государства, готовился к падению гражданского общества здесь. Был тут и ужас надвигающегося коммунистического переворота в странах, который приведет к антибуржуазному террору, убьет всех представителей среднего класса и положит конец сегодняшней, тогдашней западноевропейской культуре. Вторая мировая война началась в Европе 1 сентября 1939 года, всего через неделю подписания Советско-германского пакта о ненападении. И первой жертвой действительно стала Польша. И это был шок для ее тоталитарных элит. Они именно мечтали о победной схватке на противоположной стороне. Пилсудский отправился агитировать Гитлера вместе идти на Москву и уже после возведения фюрера на престол рейхсканцлера. Именно Пилсудский был автором плана Междуморья, который в военном отношении охватил бы СССР от Балтики до Черного моря. Кстати, всем нам известно, что план такого Междуморья недавно активно обсуждался в Киеве, Риге и Варшаве. Подготовка к совместному походу на Москву продолжалась даже после смерти Пилсудского. Когда Москва заявила о своей готовности прийти на помощь Чехословакии, Бек отказал в транзите Красной армии. Польша выступила с заявлением, что если не будет соблюдаться запрет, она атакует колонны с обеих сторон. Когда Гитлер при поддержке сладкой Франции гордого Альбиона протянул руку к чешской границе, польский тоталитарный сбор присоединился к агрессору без малейших колебаний. Его посол в Праге потребовал от Бенеша быстрой выдачи Тешинского района, даже быстрее, чем территории Гитлеру, населенные его судетскими немцами. Великобритания и Франция объявили войну Германии сразу после вторжения в Польшу. Однако, как гласит французский оригинал, это было «drôle de guerre». Война была странная, без единого боя, даже без перестрелок в течение многих месяцев. Красная армия же перешла границу Польши 17 сентября. И только после того, как польское правительство бежало за границу. И дошла лишь до границ, одобренных наследниками царской империи, победителей Первой мировой войны. Она вошла на территорию, населенную в основном миллионами украинцев и белорусов. Стоило ли отдавать их нацистам? Давала ли ситуация иные варианты? Москва командовала армией, которые сломали нацистам шею и принесли мир и свободу чехам и словакам. Поэтому сегодня приходишь в ужас
от версии, которая делает ее сообщницей Гитлера. А сегодня также можно посмотреть, например, в лицо мэру Праги-6, когда он снимает на камеру удовлетворенно оскорбления, начертанные на памятнике маршалу Коневу. Нацистские орды, которые создавали почти вся континентальная Европа, нельзя было победить голыми руками. Договор, подписанный 80 лет назад, дал Москве еще 2 года, чтобы потом уничтожить коричневую чуму. Сегодня этот договор стал в Европе русским пугалом. Обрисовались такие болевые точки и цели ударов и исполнители. И вот как на Украине Ющенко, Порошенко, Зеленский, так и в Чехии находятся Коларш, Гжип, Новотный, Петричек. Впрочем, эти личности помельче и подешевле, но для них в настоящий момент важно, а порой и достаточно, засветиться в архивах личных дел в Брюсселе и Вашингтоне. Возможно, через пару лет, а то и завтра от них вспомнят и задействуют в следующих акциях, предложат адекватные, хорошо оплачиваемые посты. Действуют эти марионетки почти беспроигрышно, по принципу «чем хуже, тем лучше». Причем они совсем не обязательно должны ожидать команды кукловодов. Они ее трепетно и умело предугадывают. С сожалением должен подчеркнуть, что все они в большей или меньшей степени избранники народа, победители общественных и партийных выборов и назначенцы победителей этих выборов. Кто они, эти пражские герои? Всех их мы можем встретить в прихожих мировой власти. Но тут, как говорится, не забудьте не подать им руки. Староста Праги 6 Андрей Коларш, такой русофоб услужливый, член либеральнейшей партии ТОП-09. При свержении во время коронавирусного карантина статуи маршала Конева, отмеченного самыми высокими наградами Чехословакии, СССР, Англии, Франции, США, глумился над выдающимся полководцем. Был без маски, а правила для всех одинаковые. На улицу только в маске или иначе прикрытым ртом и носом. Необходимо отметить, что за снос памятника Коневу голосовали и другие 33 депутата районного совета Праги-6. Решение было спешно оформлено ночью, перед акцией. Кстати, чешские законы предусматривают ужесточение наказания, если преступление совершено во время кризисной ситуации или катастрофы, или иного события, которое угрожает жизни, общественному порядку или имуществу, или если действие было совершено во время чрезвычайного положения, а также, естественно, совершено было группой лиц. Откуда взялись деньги на быструю установку и снос памятника, и как они были проплачены, это отдельные статьи расследования, финансовые. Но не забудем, что Аль Капоне в Штатах в конце концов засудили не за убийство, а за неуплату налогов. В Чехии подобное решение вряд ли возможно, но к развлечению публики оно, наверное, еще послужит. Староста Праги Репария Павел Новотный, такой русофоб тщеславный, член показательно-демократической партии АДС, который уже не знает, правда, куда от него деться, а он организатор памятника прислужникам войск СС власовцев, поклонник всех воевавших с Красной Армией, откровенно поддерживает нацистов как в истории, так и в современности. При этом любит поиздеваться над оппонентами. Я же еврей-полукровка, и меня нельзя обвинять в поддержке нацизма. Если бы не освобождение Чехословакии от фашистов, он вряд ли бы родился. Но в истории его рода известны примеры успешной коллаборации. Новотный прославился тем, что, попав неизвестно какими судьбами на российское телевидение, спровоцировал Владимира Вольфовича на нелицеприятное обращение к бывшим партнерам по соцлагерю. Интрига удалась. Владимир Вольфович высказался, и на следующий день депутаты Пражского местечкового совета проголосовали за установку в Репариях памятника власовца. И таким образом присоединились к группе, прославляющей войска СС. Сама установка и торжественное открытие были приурочены закономерно к празднованию Дня Победы.
Чехия насмешливая страна. Тут достаточно вспомнить Гашека и Йозефа Швейка. Именно благодаря им русские воспринимают чехов как мастеров сатиры, когда милых, когда язвительных. Свой особый стиль чехи называют швейковиной. Некоторые русские политологи и журналисты именно в этом ключе осматривают и освещают события в Праге. Однако события нынешней Пражской весны по своему цинизму, ненависти к инакомыслию, дикой русофобии оставили опереточный австро-венгерский маразм далеко позади и перешли черту. Мэр Праги Зденек Гжип, русофоб профессиональный, подлинный организатор свержения статуи маршала Конева, демонтажа памятной доски освободителям с пражской мэрии, глорификации власовцев и переименования площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, стиль жизни, который ему явно импонирует. Он на почетном кладбище глумился над могилами 345 красноармейцев в Ольшанах. Мол, только 20 из них пало при освобождении Праги, остальные отравились алкоголем. В отличие от своих подчиненных Колоржа и Новотного, он осторожен в выражениях и пересыпает свои оскорбления для бывших советских людей пассажами, признаниями некоторых заслуг Советского Союза в борьбе с фашизмом. Он член партии «Пираты», главное достижение которого – это ЛГБТ-движение и легализация марихуаны. В отношении России Гриб продолжает политику своих предшественников последнего десятилетия. Максимальное свертывание культурных программ, в частности, с Москвой и Петербургом. Есть у него, правда, уникальный опыт подобной работы с Китаем. Пражские дипломаты решили начать дружбу с Тайванем. Китайцы, которые, в отличие от русских, в отношениях с чехами не страдают ностальгией, вычеркнули из списка все творческие обмены с организаторами, в названии которых входит слово «пражский», без предыдущих и последующих обсуждений. Был шок. Уже позднее мэр Гриб, чтобы напомнить о себе китайцам, торжественно заявил об отказе покупать у них защитные маски. Но поскольку ажиотаж вокруг этого товара продолжался, то маски были куплены, то есть утерлись. Скажем еще об одном немаловажном персонаже. Это министр иностранных дел Томаш Петричек, русофоб карьерный. Он такой петрушка, выскочивший на пост из влиятельной социал-демократической партии с поддержкой премьера Бабиша. При его назначении ни у кого не было сомнений, какую политику в отношении России он будет вести. Он был готов не только соответствующим образом проинструктироваться, но и лично готов сыграть свою разрушительную роль. Когда он сегодня нервно заявляет о наихудшем в истории уровне чешско-российских отношений, то слышится в интонациях этого чиновника и страх перед налогоплательщиками за несоответствие служебному положению, но и гордость за прилежное исполнение воли начальства. На плечах Петричка висит и дипломатическая защита вот этой троицы, Гжиба и компания. Здесь он использует против России все рутинные приемы. Требует прекратить преследование, грозит экстрадикцией, предлагает компромиссы. Больше всего шуму идет при этом от мелких культурно-местечковых дипломатических дел. Серьезные вопросы, например, возможное сокращение экспорта-импорта, он замалчивает. Он нервозно комментирует русско-чешские отношения. Правда, непонятно, он считает их уровень своим достижением или своим поражением. Он сознательно выставляет на показ свою активность вокруг дел культурных. А как же обстоят дела в экономической сфере? Прошлогодний рекордный рост экспорта пива в Россию на 55%, от 30 пивоваров до 800 миллионов крон, выглядит сегодня далеко не оптимистически. Пражские события уже спустили ответную народную кампанию «Я не пью чешское пиво». Подобные неприятности могут существенно повлиять на экономический имидж Чехии, особенно если учесть миллионы гектолитров, которые были вынуждены вылиты в канализацию в период карантина. Однако гораздо большие долгосрочные финансовые потери Чехия может ожидать от снижения поставок
высокотехнологического оборудования, которое составляли еще недавно более 4 миллиардов евро в год. Уровень чешско-русских санкций не идет ни в какое сравнение, например, с американскими. Однако для обычных русских, приезжающих отдыхать в Карловы Вары, теперь подающих по дешевке свою курортную квартиру, или для малых и средних чешских предпринимателей, планировавших в этом году поставить России рекордное количество автомобильных запчастей, снижение оборота на миллионы евро или даже крон – это нокаутирующие удары. Немалое количество чехов при этом искренне и глубоко возмущено действиями своих политиков. Вот она суть проблемы. Поэтому, например, предлагаемые обеими сторонами снос или обмен памятников чешским легионерам по всему Уралу и Сибири на памятник Коневу и на другие многочисленные памятники красноармейцев в Чехии означал бы удар именно по нормальным гражданам Чехии. Опуститься на уровне пражских героев, которые именно этого и ждут, наверное, это недостойно России. Для решения сложившейся ситуации существуют дипломатические, юридические и экономические меры воздействия. Россия, правда, объявила о начале уголовных процессов над пражскими героями по российскому праву. Подробности их, увы, до конца не ясны. Герои, правда, притихли, а министр Петричек заявил протест о нарушении прав и тому подобное. Но гораздо более серьезным выглядит обвинение, предъявленное многочисленным участникам неприглядных событий группой чешского адвоката и общественного деятеля доктора Иржи Выводила в соответствии с чешским правом. Выводил предлагает также правовую помощь русским следователям, которые будут вести дела чешских фашистов. Он утверждает, что за исключением Праги, которая в основном антирусская и профашистская, остальная республика относится к действиям этих преступников в своем большинстве с глубоким отвращением. Поскольку есть сомнение, что чешская юстиция и полиция будут противостоять указанным преступникам, то Чехия будет приветствовать, искренне приветствовать, если преступники будут наказаны хотя бы в России. Вот такой расклад. Большое спасибо, Александр Викторович, за очень подробный, обстоятельный и интереснейший доклад. Вот у нас здесь в аудитории несколько человек с большим интересом вас слушали. Спасибо. Вопросы, которые возникнут, мы зададим в конце нашего мероприятия. Пока в продолжении темы борьбы с памятниками, как инструментом фальсификации истории, я предоставляю слово тоже с большим удовольствием своему коллеге Алексею Владимировичу Палину, кандидату исторических наук, доценту кафедры истории Кемеровского государственного медицинского университета. Алексей Владимирович, прошу. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, тема моего выступления – уничтожение памятников советским воинам-освободителям в Европе как инструмент фальсификации истории Второй мировой войны. С конца 1980-х годов в государствах Европы, а также в отдельных республиках бывшей СССР идет процесс по уничтожению советских воинских захоронений и памятников советским воинам-освободителям. Стоит разобраться в истоках и сущности этих событий. Первые попытки пересмотреть роль и значение Советского Союза в победе над нацистской Германией предпринимались практически сразу после окончания Второй мировой войны. Однако эти обсуждения не выходили за границы дискуссионных проблем по истории войны. Попытка же издания различного рода трудов, в частности воспоминаний и мемуаров бывших фашистских офицеров, не находила широкого отклика среди европейской общественности. За пределы исторического дискуссионного поля в мире этой теме не давали выходить советские ученые. Периодически проводились конференции, выпускались различные издания, защищающие правду о войне. Показательным стал сборник статей, увидевший свет в 1964 году «Против фальсификации истории Второй мировой войны», так он назывался. Тем самым стремились предотвращать любые попытки искажения событий войны. Защита исторической правды о Великой Отечественной войне осуществлялась и на государственном уровне в Советском Союзе.
Показательно, что политики, государственные деятели капиталистических стран второй половины 1940-х годов, первой половины 1980-х годов крайне осторожно в своих политических кампаниях поднимали тему Великой Отечественной войны как инструмента борьбы с СССР. Одной из ключевых причин этому являлась историческая память, носителями которой выступали люди, очевидцы событий Второй мировой войны. Таким людям было просто невозможно внушить, что советский воин не освободитель, а кто-то иной. В памяти многих европейцев, которые лично пережили эти непростые годы, хранился непоколебимо героический образ советского воина, принесшего свободу от нацизма и фашизма. Хотя они относились по-разному к советским ценностям и к построению коммунистического общества в Советском Союзе. Проявлением уважения к памяти советским воинам, отдавшим свои жизни ради освобождения народов Европы, стало выдвижение памятников, обелисков, благоустройства воинских захоронений. По данным журнала «Зарубежное военное обозрение», в Европе находилось около 4000 воинских мемориалов советским солдатам, офицерам, погибшим в боях Второй мировой войны. Памятники установлены в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и во многих других государствах. При освобождении Европы погибло около 1 миллиона советских воинов, это не считая еще и получивших ранения. Наибольшие потери Красная Армия понесла в Польше – 600 000 человек. Чехословакия, сегодня Чехия и Словакия, это 139 918 человек. В Венгрии 140 000 человек. Объявленная во второй половине 1980-х годов Горбачевым перестройка ведет не только к модернизации в кавычках экономики и обновлению в кавычках политической системы Советского Союза, но и позволяет под прикрытием гласности запустить процесс искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. Появляются публицистические и кинематографические работы, разрушающие память о советских воинах-освободителях. Примечательно, что со стороны горбачевского руководства не предпринимались эффективные попытки превратить эти процессы. А затем и при президенте Российской Федерации Борисе Николаевиче Ельцине практически эта проблема не замечалась властью в условиях глубочайшего экономического и политического кризисов и заигрывания со странами Запада. По крайней мере, решительных шагов по противодействию искажению исторической правды о Великой Отечественной войны на государственном уровне не предпринималось. Хотя действовали законы, призванные защитить историческую память. Среди них стоит назвать закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества, о днях воинской славы и памятных датах. И другие, конечно, законы. Политическая слабость российской власти в 1990-е годы, ее низкий реальный авторитет на международной арене превращали закрепленные законодательно формы и способы увековечивания и защиты памятников о советских воинах-освободителях в декларативные высказывания. По сути дела, отстаивание исторической правды о Второй мировой войне и роли Советского Союза в разгроме фашизма осуществлялось общественными организациями и деятелями, инициативными группами, отдельными политиками, историками и просто россиянами, а также ведением поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков. Практически же законы на государственном уровне заработали только с начала 2000-х годов. Фальсификация российской истории, в частности Великой Отечественной войны, становится одним из инструментов борьбы с Россией. До сих пор сложно оценить ущерб, который был нанесен гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 1990-е годы изданием учебников по истории России и книг с нацистской пропагандой на деньги фонда Джорджа Сороса «Открытое общество». Многие из этих трудов распространялись на безвозмездной основе и рекомендовались образовательным учреждениям. В отдельных государствах на постсоветском пространстве, в странах дальнего зарубежья, на государственном уровне начинается проводиться кампания по принижению вклада СССР в разгром фашистской Германии и ее союзников. С конца 1980-х годов начинается война с монументами советским воинам под лозунгом декоммунизации, вычеркивания советского наследия и тому подобное. Однако на первоначальном этапе эти действия властей не встречают широкого общественного отклика. Более того, вызывает нескрываемое общественное неприятие такого отношения к исторической памяти о советском воине-освободителе.
конце 1980-х, 1990-х годы оставалось еще множество живых свидетелей событий Второй мировой войны. Была связь поколений и хорошее знание истории. Показательные события, произошедшие в Болгарии вокруг известного памятника Алёше в Пловдиве, когда в 1989 году Пловдивский совет общины попытался снести памятник как символ советской оккупации. На его защиту вышли горожане и даже организовали круглосуточное дежурство возле монумента. В результате его удалось отстоять. Вторая попытка была предпринята мэром Пловдива в 1993 году. Тогда помимо горожан на защиту выступили общественные организации Болгарии и не только. Спустя 3 года была предпринята третья попытка демонтировать памятник, но и в этот раз не удалось. Данное событие получило широкий общественный резонанс. В итоге Верховный суд Болгарии постановил: Алёша – это памятник Второй мировой войны и попадает под защиту государства. В 2007 году в честь 50-летия монумента были проведены торжественные мероприятия. В настоящее же время посольством Российской Федерации в Болгарии ведется большая военно-мемориальная работа по обеспечению сохранности российских и советских воинских захоронений в республике. В первые годы 21 века кампания по уничтожению памятников советским воинам в зарубежных государствах приобретает более сдержанный характер. В это время со стороны российского правительства, в частности Министерства иностранных дел Российской Федерации, стали действенно пресекаться любые попытки вандализма и осквернения памятников и воинских захоронений советским российским воинам. На официальном уровне направлялись ноты протеста странам, где планировались сносы монументов. А если это и происходило, запускались информационные кампании с осуждением этих действий. Не каждое государство в такой ситуации готово было идти на открытое обострение отношений с Москвой. Поэтому стремились сдерживать пыл местных националистов, отдельных политиков и чиновников. Между тем, отстаивание честного имени советского воина-освободителя за рубежом становилось все тяжелее. Постепенно под воздействием активной пропаганды меняется общественное мнение за рубежом к исторической роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне. Причин много, но, пожалуй, основные в следующем. Остается в живых все меньше людей, очевидцев событий Второй мировой войны, которые являлись носителями исторической памяти об этих непростых годах. Этих людей, переживших страшную войну, было невозможно переубедить, что советский солдат не освободитель. И они, как правило, выступали активными сторонниками защиты честного имени советского воина. Новое поколение европейцев, знающее Второй мировой войны и СМИ, голливудских фильмов, низкокачественных учебников и с размытыми глобальными ценностями западного демократического мира, не представляет, что могло произойти в Европе, если бы не мужество и героическое сопротивление советского народа агрессии нацистской Германии и ее союзников. Вычеркивание решающей роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне становится еще и частью внешнеполитического курса европейских государств по сдерживанию влияния России на мировой арене. С начала 2000-х годов происходит постепенное возрождение России как великой державы, что, несомненно, не вписывалось в то положение, которое было отведено в 1990-е годы в глобальных мировых процессах странами Европы и Северной Америки. Фальсификация истории, переписывание событий Второй мировой войны является одним из инструментов борьбы с Россией. В 2006 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию под названием «Необходимость международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов». В 2009 году на 18-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ, была принята резолюция, которая полностью уравняла роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Глава российской делегации на сессии Козловский отметил, что уравнивание Третьего Рейха и СССР, внесшего решающий вклад в разгром фашизма, является надругательством над историей. Поэтому большое количество памятников в Европе, появившихся после Второй мировой войны, как дань светлой памяти европейских народов советскому воину-освободителю, противоречат новой интерпретации истории XX века. Уничтожение памятников – это уничтожение исторической памяти и правды, которая сегодня не нужна многим европейским политикам и чиновникам. Подобные события происходят в отдельных республиках бывшего СССР, в частности в странах Прибалтики, а на Украине эти процессы усугубляются разрушением национальной, культурной и исторической идентичности.
Новый этап войны с памятниками советским солдатам и офицерам в Европе начался с 2014 года. Поводом послужило воссоединение Крыма с Россией по итогам общекрымского референдума. Так восторжествовала историческая справедливость. Этот шаг свидетельствует о растущем влиянии России и поражении США, затеявшем государственный переворот на Украине и стремившийся усилить позиции НАТО на полуострове за счет размещения здесь военных объектов Альянса. США и Евросоюз вводят санкции в отношении Российской Федерации. Борьба с советским наследием является неотъемлемой частью этого политического курса. Уничтожение памятников становится централизованной, сознательной политикой отдельных европейских государств. В апреле 2016 года в Польше был принят закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. А с 2017 года под действие этого закона попал снос памятника советским воинам, кроме тех, что стоят на воинских захоронениях. Напомним, что при освобождении Польши погибло 600 тысяч советских солдат и офицеров. К началу 1990-х годов в стране было 561 памятник и имело 638 захоронений солдат, в том числе 160 братских могил периода Второй мировой войны. По данным Института национальной памяти Польши, на 2017 год в стране оставалось 230 памятников советским воинам. Все они подлежат сносу. Официальный представитель МИД Захарова, Российской Федерации, так прокомментировала происходящее. Мы стали забывать, что памятники – это в первую очередь память. Уничтожение памятников – атака на историческую память нынешних поколений и лишение памяти будущих. Метод не новый, но до сих пор повсеместно востребованный. В апреле 2020 года по решению муниципальных властей района, о чем довольно подробно Александр Викторович рассказывал, Прага-6 был демонтирован памятник маршалу Советского Союза Коневу. И это несмотря на протесты чехов, общественных деятелей и гражданских активистов. Не все разделяли позицию пражских властей в Чехии. Заслуживает глубокого уважения поступок чеха Михаила Шульца, который в знак протеста приковал себя к памятнику маршала. Стоит вспомнить, Иван Степанович Конев командовал Первым Украинским фронтом, передовые танковые подразделения которого вошли первыми рано утром 9 мая 1945 года в город и вступили в бой с эсэсовскими частями. В освобождении от фашистов Праги принимал участие и Первый Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся в составе 4-го Украинского фронта. Вместо скульптуры прославленному полководцу в городе появился памятник власовцам, предателям и карателям, имевшим статус войск СС. По мнению старосты микрорайона Праги, Прага, Рожепары, Новотны, дословно, именно члены РОА освободили деревню, на месте которой сейчас расположен район Рожепары. Это решение поддержало ряд политических деятелей Чехии и часть общественности. Однако многие рядовые чехи, ветераны, политики крайне негативно отреагировали на инициативу столичных властей. Прокатилась волна народного недовольства с требованием демонтировать это сооружение. Не случайно вокруг памятника, в кавычках, появились камеры видеонаблюдения. За этими инициативами пражских властей просматривается, по сути дела, попытки реабилитации гитлеровских палачей. И снос памятников советским воинам становится частью данной политики. И в этом отношении особо показательно событие, происходящее в современной Украине. Здесь, начиная с 2015 года, на законодательном уровне идет процесс героизации борцов за независимость Украины, то есть лиц, воевавших на стороне нацистской Германии, а также националистов, карателей украинской повстанческой армии. Все они причастны к массовым убийствам мирного населения. И эта героизация наблюдается в республике, на территории которой за годы Великой Отечественной войны в результате целенаправленного фашистского террора и деятельности украинских националистов было уничтожено около 4 миллионов мирных жителей. В октябре 2020 года на Украине учителем года стал Дякив, учитель истории, гражданского образования и основ здоровья из города Залищиков Тернопольской области. В интервью украинскому интернет-изданию «Страна» на вопросы, как он преподает тему о Великой Отечественной войне, он ответил:
Как мы можем говорить о Великой Отечественной войне, если мы строим независимую Украину, которая 30 лет? Если бы мы были в другом государстве, это было бы уместно. Но мы, как независимая Украина, не можем называть эту войну Великой Отечественной. Далее в интервью учитель года Великую Отечественную войну называют как немецко-советской фазой Второй мировой войны, которая происходила на территории Украины. При этом отмечая, мы европейская страна, и у нас демократические ценности. Мы не являемся правопреемником Советского Союза, и о чем мы тоже говорим 11-классникам. Поэтому мы не можем называть Великую Отечественную войну частью истории независимой Украины. Потому что тогда мы фактически признаем частью Великой империи российского государства. Это дословно цитирую ответ данного учителя года. Тем самым анализ происходящих событий показывает, что за сносом, осквернением памятников советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, прослеживается практически реабилитация деяний нацистов и фашистов. Это приобретает в отдельных государствах позиции национальной политики. В сложившейся ситуации становится абсолютно логичным и понятным и справедливым решением Солецкого районного суда Новгородской области от 27 октября 2020 года о признании геноцидом злодеяния нацистов, расстрелявших в 1942-1943 годам около 2600 человек в районе деревни Жестяная Горка. Это то, что сегодня пока доказано. А масштабы трагедии называют сегодня даже более 3000 человек. Ранее летом 2020 года на мемориальном комплексе Жестяная Горка была установлена скульптурная композиция «Скорбящая мать», фигура женщины с ребенком на руках. Памятник был установлен в рамках федерального проекта без срока давности. Его цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Решение Солецкого районного суда стало важным юридическим шагом по противодействию реабилитации гитлеровских палачей, призвано защитить от попыток пересмотра преступлений нацистов и их пособников. Еще ранее, в 2014 году, федеральным законом была установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма и одобрение преступлений фашистов и лиц, воевавших на их стороне. В декабре 2019 года министр обороны Российской Федерации Шойгу на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил, что для борьбы с противоправными действиями по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом был подготовлен законопроект, предусматривающий ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны. Также он указал, что это сегодня происходит на Украине, в Германии, в Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и других странах. Министр заметил, меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своими действиями или бездействием этому способствуют. Принятие этого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандализмом и их покровителями. Важным политическим шагом на пути противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны и защиты имени советского воина-освободителя стало внесение 6 ноября 2020 года депутатом Яровой на рассмотрение Государственной Думы 2 законопроекта, предусматривающие усиление наказания за реабилитацию нацизма и ложную информацию о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны, распространяемую с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Поясню, что раньше говорилось только о СМИ и юридическими лицами. Таким образом, борьба за защиту памятников советским воинам-освободителям за рубежом сегодня приобретает статус и значение общенационального курса, призвана не допустить искажения, переписывания истории Великой Отечественной войны. Очень важно в современных условиях сохранить историческую правду о подвиге советского народа и о Великой Победе. И добиться это возможно только при совместных усилиях по защите исторической памяти как на государственном, так и на общественном уровне. Спасибо за внимание.
Большое спасибо, Алексей Владимирович, за тоже очень подробный и обстоятельный доклад. История Второй мировой войны, состояние Советского Союза накануне Второй мировой и Великой Отечественной войны является тоже предметом исторических спекуляций. Я могу привести в качестве примера работы предателя Родины, бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны Советского Союза господина Резуна, более известного у нас под именем... Я прошу прощения. Ага, это у вас, да, Дмитрий? Вот. Более известного у нас под именем Виктора Суворова. Господин Резун утверждает, что Советский Союз накануне Великой Отечественной войны был готов к активной наступательной войне и оценивает военный потенциал Советского Союза, рассказывая о том, что Советский Союз должен был после разжигания Второй мировой войны подтолкнуть Германию к захвату мира. Вот. Ослабев Советский Союз, вернее, ослабев Германия должна была Советскому Союзу поддаться или сдаться, вот, после чего Советский Союз становился обладателем гигантских территорий, ну, занимающих там 2/3 земного шара. Более подробно о том, что представлял собой СССР накануне войны, правды и мифы, нам расскажет Дмитрий Геннадьевич Орлов, Киргизия, Бишкек. Дмитрий, прошу. Большое спасибо за возможность поучаствовать в этом очень хорошем мероприятии, вот, познакомиться с новыми людьми и повидаться с теми, кого... Вот Сергея Владимировича Бирюкова я уже 6 лет не видел вживую. Вот, не совпало. Вот. И на самом деле мне хочется рассказать, вот как вы, Вадим, заметили, именно о самый расхожий миф о том, именно о начале войны, о начале Великой Отечественной. То есть, вот, и здесь нужно, свой доклад я хочу разделить на 2 части, образно говоря. То есть, что делала разведка и что делала армия. То есть, именно потому, что наиболее распространенные мифы ходят вокруг готовности армии и вокруг данных разведки. Самый расхожий миф о том, что Советский Союз, это первый миф, Советский Союз к войне был не готов. То есть для него нападение немцев стало внезапным. Второй миф о том, что Сталин будто бы верил Гитлеру и так далее. А вот начнем их последовательно разбирать. Первым примером вот этой манипуляции о том, что якобы советская разведка, ну, я имею в виду закордонных, а почему это станет позднее, закордонных, скажем так, резидентов Народного комиссариата госбезопасности, ну, НКВД был к тому времени разделен на 2 наркомата, вот, и, значит, военная разведка. Вот сейчас процитирую место одной из докладов Хрущева о культе личности и его последствиях. Следует сказать, что такого рода информация о нависающей угрозе вторжения немецких войск на территорию Советского Союза и шла и от наших армейских и дипломатических источников. Но в силу сложившегося предвзятого отношения к такого рода информации в руководстве она каждый раз направлялась с опаской и обставлялась оговорками. Так, например, донесение из Берлина от 6 мая 1941 года военно-морской атташе в Берлине капитан 1-го ранга Воронцов доносил: советский подданный Бозер сообщил помощнику нашего морского атташе, что со слов одного германского офицера из ставки Гитлера немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Латвию. Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах. Мы помним, да, какого числа началась война? 22 июня. А теперь вот это вот текст указанного донесения, на который ссылается Хрущев, я, с вашего позволения, приведу полностью. Время у нас есть, правда же? Вот. Читаем. Совершенно секретно. 6 мая 1941 года. Номер 48-528 СС. ЦК ВКПБ товарищу Сталину И.В. Военно-морской атташе в Берлине капитан 1-го ранга Воронцов доносит. Советско подданный Бозер, еврей, бывший литовский подданный, сообщил,
помощнику нашего мор-атташе, что со слов одного германского офицера из ставки Гитлера немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию. Не Латвию, как говорил Хрущев. Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах. Попытка выяснить первоисточник сведений, расширить эту информацию пока результатов не дала, так как Бозер от этого уклонился. Работа с ним и проверка сведений продолжаются. Полагаю, что сведения являются ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы дошли до нашего правительства и проверить, как на это будет реагировать СССР. Адмирал Кузнецов. То есть видим, да, что Хрущев перепутал Румынию с Латвией и умолчал о том, какую оценку этому дал нарком военно-морского флота к тому времени, адмирал Кузнецов. Вот. То есть тут понятно, что вот разбор, да, главные удары будут нанесены с севера, через Финляндию и Прибалтику, и юга, через Румынию. То есть на этом совещании, которое вот по плану Барбаросса, было намечено 3 направления. Да, но какие? Полоса север. Там германские и русские силы примерно равны. Группа армий центр. Сильное германское превосходство. Полоса юг. Группа армий юг. Русское превосходство. Мы все помним, да, что главный удар пришелся группа армий центр. На западный особый военный округ. Дальше. Мощный налет авиации на Москву и Ленинград. Если, вообще с точки зрения военной стратегии и тактики, бомбить важнейшие центры противника нельзя, не добившись предварительного господства в воздухе. Мы помним, что первый массированный авианалет на Москву состоялся в ночь на 22 июля 1941 года. А в Ленинград начали бомбить в ночь 6 на 7 сентября 1941 года того же. То есть Кузнецов, получается, был совершенно прав. Сказал, что это дезинформация. Вообще, знаете, когда одно государство ждет нападения другого государства, нужно дать ответ на 3 вопроса. Первый. Когда конкретно будет нападение? Какие силы противника будут задействованы? И где будет направление главных ударов? Советская разведка закордонная ни на один из этих 3 вопросов точного ответа не дала. Вот в частности, любят упоминать о том, что якобы Рихард Зорге предупреждал, да, что назвал точную дату и так далее и тому подобное. Я, с вашего позволения, еще процитирую некоторые выдержки из его донесений. Вот, пожалуйста, 10 марта 1941 года. Новый германский военный атташе считает, что по окончании теперешней войны должна начаться ожесточенная борьба Германии против Советского Союза. 2 мая. Я беседовал с германским послом МОД и морским атташе о взаимоотношениях между Германией и СССР. Решение о начале войны против СССР будет принято только Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией. 19 мая. Новые германские представители, прибывшие сюда из Берлина, заявляют, что война между Германией и СССР может начаться в конце мая, так как они получили приказ вернуться в Берлин к этому времени. Но они также заявили, что в этом году опасность может и миновать. 30 мая. Берлин информировал, что немецкое выступление против СССР начнется во второй половине июня. То есть здесь точно даты нет, но дата, можно назвать относительно верная. Да? На 95% уверен, что война начнется. 1 июня. Ожидание начала германо-советской войны около 15 июня базируется исключительно на информации, которую подполковник Шоу привез с собой из Берлина, откуда он выехал 6 мая в Бангкок. В Бангкоке он занял пост военного атташе. 15 июня. Германский курьер сказал военному атташе, что он убежден, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. Военный атташе не знал, будет война или нет. И, наконец, 20 июня, это было последнее предвоенное донесение Зорге, германский посол в Токио сказал мне, что война между Германией и СССР неизбежна. Все, никакой конкретики. Вопрос о 22 июня стоял, но еще в 2001 году было сказано, что это донесение фальшивка. Дело в том, что остальные все нелегалы точно даты также не называли. Но дело в том, что кроме легальных
резидентов и нелегальных, закордонных. У невидимого фронта, назовем его так, были и другие бойцы. Когда НКВД разделили на два наркомата, внутренних дел и госбезопасности, в НКВД остались пограничные войска. А к началу войны в Главном управлении пограничных войск НКВД было первое оперативное разведывательное управление. Оно как раз и занималось разведкой приграничной территории соседних государств. Кроме того, свои разведотделы были в военных округах и управлениях НКГБ приграничных областей. Вот донесение интересное. Это вот 2 июня 1941 года. НКВД Украинской ССР сообщает в Москву. На территории Германии, ну, имеется в виду уже вот Польша, да, к тому времени была захвачена, она уже считалась территорией Германии. Отвечает за продвижение к пограничной полосе мелких групп пехоты, кавалерии, грузовых и легковых автомашин, а также гусь-транспорта. Вот. В городе Грубешев дислоцировано 2 мотострелковых полка. По данным опросов, внимание, нарушители границы, военнослужащие немецких подразделений среди населения заявляют, СССР порвал мирный договор с Германией и вступил в Тройственный союз с Англией и Америкой, намерен объявить войну в Германии. Вот видите, откуда уже, так сказать, фейки начались. Военнослужащие высказывают уверенность о победе Германии над СССР и захвате Советской Украины. Вот. В тот же день, это уже НКВД Молдавской ССР сообщает, по агентурным данным пограничных войск НКВД Молдавской ССР, командующий 5-м военным округом Румынии 15 мая сего года получил приказ генерала Антонеску о немедленном разминировании всех мостов, дорог и участков вблизи границ СССР, заминированных в 1940-1941 годах. В настоящее время почти все мосты разминированы и приступлено к разминированию участков, прилегающих к реке Прут. Вот НКВД Украинской ССР сообщает. По данным наблюдения 91-го аэро-русского погранотряда, в пограничной полосе отмечается появление крупных танковых соединений немецкой армии. Ежедневно из Германии через Венгрию прибывает 200 вагонов с боеприпасами, военным имуществом, снаряжением, продуктами и фуражом. То есть и все остальное в таком же духе. Вот еще вот интересно одно свидетельство оставил генерал-майор ВВС Георгий Захаров. Если вот, коллеги, кто из вас, вы все наверняка смотрели, да, эпопею Юрия Озерова «Освобождение». Там Захарова играл Анатолий Кузнецов. Вот. Он, значит, и Захаров выпустил книгу в свое время «Я истребитель» и пишет там, где-то в середине последней предвоенной недели, это было либо 17 либо 18 июня 1941 года, я получил приказ командующего авиации Западного особого военного округа пролететь над западной границей. Протяженность маршрута составляла километров 400. Лететь предстояло с юга на север, до Белостока. В деревнях, на хуторах, в рощах стояли плохо замаскированные, а то и совсем незамаскированные танки, бронемашинные орудия. Количество войск, зафиксированное нами на глазок приглядку, не оставляло мне никаких иных вариантов для размышлений, кроме одного единственного – близится война. И вот дальше пишет. Мы летали туда немногим больше 3 часов. Я часто сажал самолет на любой подходящей площадке, которая могла бы показаться случайной. Если бы к самолету тут же не подходил пограничник. Пограничник возникал бесшумно, молча брал под козырек и несколько минут ждал, пока я писал на крыле донесение. Получив донесение, пограничник исчезал, и мы снова поднимались в воздух, пройдя 350 километров, снова садились. И снова я писал донесение, а другой пограничник молча ждал, и потом козырнул, бесшумно исчезал. Вот, пожалуйста, это вот разведка. А чем в это время занималась армия? В 1953 году начальник военно-научного управления Генштаба генерал-полковник Покровский изучал причины поражения СССР в первые дни войны и для своего исследования провел опрос командного состава, ну, то есть тех, кто тогда командовал частями на западных границах, дожил до победы. И третьим вопросом у него был, когда было получено распоряжение о проведении войск в боевую готовность в связи с ожидавшим нападением фашистской Германии с утра 22 июня 1941 года. Это дословно вопрос. Вот что ответил, ну, собственно говоря, командовал 8-й армией Прибалтийского военного округа особого генерал Собейников. Утром 18 июня 1941 года я с начальником штаба выехал в приграничную полосу. Близ Шевляя меня обогнала легковая машина. Из нее вышел генерал-полковник Кузнецов, командующий войсками. Вот. Я также вылез из машины и подошел к нему. Кузнецов отозвал меня в сторону и взволнованно сообщил, что в Сувалках сосредоточились какие-то немецкие механизированные части. Он приказал мне немедленно вывести соединение на границу, а штаб армии к утру 19 июня разместить на командном пункте
12 километров юго-западнее Шауляя. То есть, вот, пожалуйста, а вот теперь к началу войны начальник автобронетанкового управления того же Прибалтийского особого округа Полубояров 16 июня в 23 часа командование 12-го механизированного корпуса получило директиву о проведении соединения в боевую готовность. И еще, вот после войны упомянутый уже нарком военно-морского флота в то время Кузнецов писал в мемуарах, будто он тайно от Сталина и наркома обороны Тимошенко привел флот в боевую готовность. Но дело испортил рапорт командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Трибуца, который докладывает о приведении флота в боевую готовность не Кузнецову, а командующим Прибалтийским и Ленинградским военными округами Кузнецову и Маркиану Попову. То есть, и теперь вот что получается дальше. Вот раньше, еще раньше было следующее. Вот, 27 декабря 1940 года новый нарком обороны Тимошенко издал приказ об обязательной маскировке всей аэродромной сети ВВС в 500-километровой полосе от границы с окончанием работ к 1 июля 1941 года. То есть, но ни Главное управление ВВС, ни округа этот приказ не выполнили. А Тимошенко не проконтролировал. Мы все помним, да, что случилось с советской авиацией военной в начале войны. Вот. То есть прямых виновников, что этот приказ не выполнили, Смушкевича и Рычагова, расстреляли уже через 4 месяца после войны, начала войны, 27 октября 1941 года. Далее. Сталин санкционировал приказ о выдвижении войск из внутренних округов пригранично уже 13 мая 1941 года. На следующий день командующие округами получили приказ разработать уточненные детальные планы обороны границы и прислать Генштаб на утверждение. 24 мая 1941 года, согласно журналу записи лиц, принятых Сталином, в Кремле прошло совещание одно. Началось в 18:50, а последний участник вышел от Сталина в 22:45. Вот интересные участники этого совещания, кроме Сталина, значит. Это Тимошенко, Жуков, его заместитель и начальник оперативного управления НКО Ватутин. Вот. Так, потом, значит, Павел Жигалев, это начальник главного управления ВВС, который сменил Рычагова. А также командующий всеми 5 западными военными округами, их члены военных советов и командующий ВВС. Ну, стенограмма, не знаю, велась или нет, неизвестно. Но 27 мая из наркомата через 3 дня после этого совещания вот, в округа ушел приказ о срочном строительстве полевых фронтовых командных пунктов. Ну а 12 июня Генштаб дал указание войскам выдвигаться к государственной границе. В послевоенных воспоминаниях многих, и в частности в материалах суда над Павловым, командующим Западным особым военным округом, мелькает дата 18 июня. Вот. В этот день, значит, накануне этого дня, все штабы округов получили из разведотделов практически одно и то же донесение. Гитлеровцы приказали местному населению к 4 часам утра 18 июня покинуть приграничную полосу. Это означало только одно. Немецкие войска начинают выдвигаться на исходные позиции. Ну и, в общем, что здесь можно сказать? Как показали вот эти все документы, которые я здесь привел, и прочие даты, нападение на Германию, на СССР действительно не было внезапным. Другое дело, что приказ о боевой готовности выполнили не все. Хуже всех оказался подготовлен к обороне Западный особый военный округ, которым командовал генерал армии Павлов. Вот. Когда Павлова арестовали, кстати, арестовывали, говорят, что вот, дескать, его чекисты там бедного всего измордовали. На самом деле арестовывал Павлова Хаджи Мамсуров. Это, скажем так, легендарный офицер военной разведки, диверсант и так далее. А допрашивали его из третьего специалисты, скажем так, третьего управления наркомата обороны, это тогда военная контрразведка в то время еще не подчинялась госбезопасности, она входила в наркомат обороны. Вот Павлов начал говорить на следствии, будто приказал вывести войска из Бреста. Это вот самое, почему там оказалось войска 4-й армии в Бресте, на позиции еще 15 июня.
Но исполнение этого приказа он не проконтролировал, а командующий 4-й армией Коробков его не выполнил. Но Коробков дал свои показания. Приказа, о котором говорит Павлов, тот не давал вообще. Показания Коробкова подтвердил начальник связи округа Григорьев. И дополнил Павлов, его начальник штаба Климовских, даже после телеграммы начальника генштаба, то есть генерала армии Жукова, ничего не предприняли для развертывания войск. И именно из-за Павлова войска 4-й армии оказались запертыми в Бресте. Григорьев на следствии назвал этот поступок богодушием. Но советская власть решила иначе. Павлова, Климовских, Коробкова и Григорьева осудили по статьям 93.17б и 193.20б УК РСФСР халатность и неисполнение своих должностных обязанностей, а потом расстреляли. В 1957 году всех 4 посмертно реабилитировали. Вот итог всего этого известен. Сталину пришлось самому становиться верховным главнокомандующим. После сдачи некоторыми генералами своих позиций по всему Советско-Германскому фронту. Тогда, конечно, мало кто верил, что СССР не то, что выиграет войну, что вообще продержится. Ну, и вот, собственно говоря, исходя из всего этого, мы делаем вывод. То, что СССР не был готов к войне, и то, что Сталин верил Гитлеру и, соответственно, ничего не предпринял для отражения первых ударов немцев, это ложь. Спасибо за внимание. Дмитрий Геннадьевич, огромное спасибо за очень подробный, с акцентом на исторических источниках, то, чего не хватает всем фальсификаторам истории, да, доклада. Уважаемые коллеги и участники, если у кого-то будут вопросы к Дмитрию Геннадьевичу, в конце мероприятия точно так же можете их задать. Сейчас мы заслушаем доклад доктора исторических наук, профессора Макарчука Сергея Владимировича, посвященный очень важной и серьезной теме. Это проблеме русского коллаборационизма в период Великой Отечественной войны. Дело в том, что у нас сейчас значительное количество спекуляций на эту тему существует. Говорят о том, что в годы Великой Отечественной войны чуть ли не все военнослужащие Красной Армии готовы были встать под знамена нацистов и воевать на их стороне. И приводят всегда в качестве примера предателя Родины генерала Власова. Сергей Владимирович нам более подробно об этом расскажет. Сергей Владимирович, вам слово. Спасибо. Все, слышно меня нормально? Да, да. Хорошо, да. Но я хочу выразить благодарность за приглашение на эту очень интересную, актуальную конференцию. Мединститут, медуниверситет сейчас отличается тем, что за несколько международных исторических конференций за год проведено, хотя здесь у нас и коронавирус, но все равно не мешает это медуниверситету. Молодцы. Ну, я напомню, что у меня тема называется «Типология русского коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны». Ну и основными источниками все-таки, источником изучения этого явления являются, конечно, во многом, а вернее даже почти не опубликованные архивные документы. Их очень много, они не опубликованы по этой проблеме. И как источники они носят латентный, то есть скрытый, отложенный, потенциальный, что ли, характер. Они, как правило, частично или полностью закрыты для исследователей, сосредоточены в специальных фондах Центрального архива Министерства обороны, ЦАМов, Подольский, известный архив, попасть в который там практически невозможно до сих пор. Ну и в архивах Федеральной ФСБ.
Федеральной службы безопасности. Постепенно, конечно, происходит процесс рассекречивания этих документов, но и в этом случае они не всегда в полном объеме как бы вводятся в научный оборот. Так недавно рассекречен и стал доступен для общественности важный документ, который называется «Сборник материалов о немецких разрушениях и зверствах, деятельности разведывательных и контрразведывательных органов противника в районах Новгородской области, подвергшихся оккупации». Этот документ составлен в 1944 году Управлением Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области. Управление ФСБ по Кемеровской области предоставило текст документа для ознакомления и обсуждения. И мне вот пришлось выступать, знакомить с этим документом и студенческий актив. Выступал также перед членами Общественной палаты Кемеровской области. Я буду в своей статье по материалу, и в данном материале я буду приводить некоторые отдельные факты из документа данного, но, к сожалению, без ссылок на архив, фонд, опись дела, как это обычно подразумевается все-таки. Так как эти данные в представленном документе отсутствуют просто. Просто предоставлен документ для обсуждения, но где он хранится, фонд, опись дела, об этом ничего не сказано. И таким образом этот документ фактически продолжает оставаться латентным историческим источником и не может пока считаться полностью введенным в исторический научный оборот. Вот феномен коллаборационизма сейчас начинает активно изучаться в российской исторической литературе. Историки определяют русский коллаборационизм во время войны как политическое, экономическое и военное сотрудничество с оккупационными властями как русских на оккупированных территориях, так и русской эмиграции. Русская эмиграция также сюда входит. И отсюда вот можно выделить три основных типа коллаборационизма. Это политический, военный и гражданский коллаборационизм. Причем все эти типы коллаборационизма тесно связаны, взаимоувязаны между собой. Так русская освободительная армия, о которой здесь уже говорилось, власовцы, РОА, коллаборационистское воинское подразделение, сформированное Власовым из военных и белоэмигрантов, осуществляла и политические функции. Ее командующий Власов одновременно являлся лидером политической организации Комитета освобождения народов России. Еще одно коллаборационистское воинское формирование – русская освободительная народная армия РОНА, сформированная, как известно, Каминским, одновременно принимала участие в создании так называемой Локотской республики. Локотская республика – это уже гражданское коллаборационистское образование на территории оккупированных Брянской, Орловской, Курской областей, центр город Локоть, отсюда Локотская республика. Локотская республика состояла из выбранных русскими органов местного самоуправления. Русские выбирали сами, само население выбирало местное самоуправление. Русские являлись руководителями этой Локотской республики. Так, бургомистром Локотского самоуправления являлся воскобойник, а обербургомистром сам командующий РОНА Каминский. На территории Локотской республики
выпускалась газета «Голос народа», была предпринята даже попытка создания Национал-социалистической партии России. В оккупированных районах Новгородской области, вот я сейчас перехожу к документу рассекреченному по Новгородской области. Так вот, в оккупированных районах Новгородской области создавались гражданские самоуправления. В каждом районе гражданские управления. Вот гражданское управление Батецкого района. Его возглавлял Брусницын, в прошлом агроном этого района. В задачу управления входило, как сказано, вот цитирую по документу, назначение по согласованию с немецкой военной комендатурой старост, деревень и старшин, назначение полицейских вспомогательной гражданской полиции, выполнение указаний военной и хозяйственной комендатур по вопросам налогов, организация школ, больниц, ветеринарных лечебниц. Вот начальником гражданского управления Волотовского района был даже бывший кандидат в члены ВКПБ из зажиточных крестьян. При районном управлении был создан отдел пропаганды, который возглавлял военнопленный Баскаков. Отдел имел 8 штатных пропагандистов, которые окончили специально в городе Дно пропагандистские курсы. В деревне Билибинцы Солецкого района также были организованы курсы пропагандистов. По вопросам философии и критики марксизма на них с лекциями выступал профессор Андреевский, который после оккупации добровольно уехал вместе с немцами. Вот военный коллаборационизм русских эмигрантов проявился в участии в действиях испанской голубой дивизии, которая оккупировала Новгородский район. Проживающий в Праге белый эмигрант, бывший царский офицер Гурский Мухамедов, добровольно вступил в эту добровольную испанскую дивизию, дослужился до должности помощника начальника разведки. С ним работали 7 бывших белых офицеров, которые активно участвовали в допросах советских граждан, военнослужащих, партизан. В районе действовала школа разведчиков, в которой занимались русские военнопленные и добровольцы русской освободительной армии. Из дезертиров Красной армии создавались вооруженные отряды для борьбы с партизанами. Причиной формирования или распада коллаборационистских воинских подразделений могли становиться политические мотивы. Как дивизия «Русланд», которая затем получила название «Первая русская национальная армия», образовалась в результате политических разногласий внутри РОА. И действовала она уже не под руководством Власова, а под руководством генерал-майора вермахта Смысловского. И в результате их противоречий вот образовалась именно эта Первая русская национальная армия. Примером сочетания всех типов коллаборационизма может служить организация «Казачий стан». В октябре 1942 года в оккупированном немецкими войсками Новочеркасске с разрешения оккупационных властей прошел казачий сход, на котором был избран штаб Всевеликого войска Донского. Вот он положил начало возникновению казачьих формирований как в эмигрантской среде, так и на оккупированных территориях. Ну, инициатива была поддержана казаками-эмигрантами во главе с известным Красновым, который возглавил Главное управление казачьих войск, созданное под эгидой Германского министерства по делам восточных оккупированных территорий. Ну,
начинает исследоваться очень активно сейчас деятельность национальных воинских коллаборационистских формирований, ну, в том числе дивизия СС Галичина, Калмыцкого кавалерийского корпуса. С оккупантами сотрудничали несколько десятков тысяч так называемых «Volksdeutsche», советских граждан немецкого происхождения. Ну, если военно-политический коллаборационизм чаще всего можно расценивать как предательство, измену, то коллаборационизм гражданский иногда носил чисто экономический характер и для многих людей просто являлся единственным способом выжить при власти оккупантов. Так в Таганроге после оккупации у бывших военных заводов стояли длинные очереди в ожидании набора рабочих. Далее, в организованных немцами народных школах только на юге России согласились работать тысячи бывших советских учителей. И работали. В Ставрополе оккупанты открыли сельскохозяйственные и политехнические институты, а в Новочеркасске был открыт Донской политехнический институт. Вчерашним преподавателям или студентам был предложен выбор: или преподавать и учиться вот в этих институтах, или быть угнанным на работы в Германию. Ну, надо сказать, что подавляющее большинство все-таки выбрало первое и осталось вот на оккупированной территории, на предложенной работе преподавателями и студентами. Иной характер имел церковный коллаборационизм, когда многие служители церкви в ответ на восстановление церквей и возрождение церковной жизни шли на сознательное просто сотрудничество с оккупантами и в своих проповедях открыто использовали лозунги немецко-фашистской пропаганды. Так, допустим, в оккупированной Новгородской области на богослужениях благословляли немецкую армию, освободителя Адольфа Гитлера и так далее. В Батецком районе до войны не было ни одной действующей церкви. В период оккупации открыто 6 церквей. После освобождения района 4 русских священника сбежали вместе с немцами. В Волотовском районе также было открыто 6 церквей, и вместе с оккупантами район покинули 3 священника. То есть они работали, конечно, на немцев, на немецкую идеологию национал-социалистическую, с полным знанием своего дела. Ну, переходя к основному выводу, можно сказать, что таким образом в условиях войны по-разному вели себя русские и советские люди. Наряду с массовым проявлением героизма, патриотизма, внушительных размеров достиг и коллаборационизм, сферы проявления которого простирались от сознательной вооруженной борьбы со своей родиной на стороне оккупантов до вынужденного временного взаимодействия с ними ради собственного выживания и спасения своей семьи. Вот, пожалуй, все у меня. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Сергей Владимирович, за активное использование исторических источников рассекреченных, за очень интересный, обстоятельный, хорошо структурированный доклад. В силу того, что наш друг из Израиля Таль Линой пока не подключился, доклад сделаю я, он как раз стоит следующим в программе по списку. Мой доклад, ну, у всех участников конференции есть рабочие программы. Скажите, пожалуйста, коллеги, видно презентацию? Видно. 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 Фальсификация истории восточнославянского язычества как инструмент формирования этноконфессиональной вражды и ненависти. И я бы хотел добавить и попыток реабилитации нацизма. Прокомментирую, о чем идет речь. Когда мы говорим
А фальсификация истории, то чаще всего упоминаем 20 век и события, связанные со Второй мировой и Великой Отечественной войной, как составной частью Второй мировой войны, да, самый большой по хронологии, самым большим по хронологии этапом. Фальсификация истории у нас связана и с периодом существования восточных славян и Древней Руси, если говорить о нашей истории, об Отечестве. Какие цели преследуют фальсификаторы? Попытки напрямую идеи национал-социализма распространять в молодежном сегменте российского общества и культивировать у нас периодически заканчиваются полным провалом. Я могу привести в качестве примера неонациста Максима Сергеевича Марцинкевича, тесака, который не так давно у нас покончил жизнь самоубийством в СИЗО на Урале, который пытался на уровне экстремистской организации формата 18, формата Адольф Гитлер, распространять идею национал-социализма. Круг участников его движения был небольшой, проект носил преимущественно сетевой характер и стоил Марцинкевичу свободы на определенное время. В период пребывания в местах не столь отдаленных Марцинкевич переосмыслил свою тактику, свою деятельность и пришел к выводу, что надо идти другим путем, действовать более утонченно. Вот такое явление, которое есть в современной России и в ряде стран Западной Европы, как неоязычество, оно как раз вот эти цели и преследует. Это формирование толерантного отношения к идеологии национал-социализма, это возбуждение вражды либо ненависти к представителям определенных конфессий и определенных этнических групп или даже этноконфессиональных групп. Речь идет в первую очередь о евреях-иудеях. Вот. Это формирование толерантного отношения к запрещенной в ряде стран символике, к нацистской символике и использование суррогатов, которые в Российской Федерации, в российском законодательстве у нас называются сходными с нацистской символикой до степени смешения с символами. Неоязычество ничего общего не имеет с язычеством классическим, с язычеством историческим. Если речь идет о восточнославянском язычестве, то круг исторических источников, в которых рассказывается о том, во что верили древние славяне, восточные славяне, у нас достаточно узок. Это небольшой комплекс или корпус письменных источников, включая повесть временных лет, включая путешествие на Волгу арабского путешественника Ибн Фадлана и включая этнографические материалы, которые у нас собирались профессиональными этнографами в 19-м, начале 20 века. Кроме этого, это небольшой корпус материалов археологических, представленных в основном погребальными сюжетами, обнаруженными при раскопке курганов. Ну и Сбручский идол знаменитый. Неоязычники апеллируют совсем к иным источникам, которые в Российской Федерации признаны фейками и внесены в федеральный список экстремистских материалов. Вот об этом я чуть более подробно расскажу. Начну я свое выступление вот с этого предупреждения. В моей презентации будет транслироваться символика, запрещенная в Российской Федерации. У нас за публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций или сходность нацистской символикой до степени смешения предусматривается административная ответственность. Но необходимо доказать, что она использует в целях агитации и пропаганды. Я это демонстрирую в научно-образовательных целях. Никакой агитации и пропаганды мой доклад не предусматривает. Вот это символики. Вот это предупреждение я показываю, чтобы снять лишние вопросы. Давайте немножко я расскажу о неоязычестве, на каких позициях они основывают свои идеи. Потом покажу на примере некоторых запрещенных в России экстремистских организаций, как они эти идеи пытались претворить в жизнь. И потом покажу результаты нашего опроса о том, какие симпатии к неоязычеству у нас сейчас имеет часть молодежного сегмента российского общества. Ну, начнем с того, что идея неоязычества у нас активно распространяется в виртуальном пространстве, в социальных сетях. Социальные сети у нас последние 20 лет, наверное, стали главным информационным ресурсом и главной площадкой для общения, для распространения информации и местом, где эмиссары деструктивных организаций, экстремистских, террористических, у нас занимаются вербовочной деятельностью. Вот вам пример неоязыческой картинки. Сначала, уважаемые коллеги, небольшой исторический миф, который для основной части неоязычников является базовым.
Еще один момент, который я совсем забыл озвучить. Дело в том, что неоязычники у нас в России пока не организованы. Нет единого центра, который объединял бы все неоязыческие объединения Российской Федерации. Но тенденции наметились. У нас сейчас во главе неоязыческого движения встают умные, образованные люди, религиоведы, философы. Есть такой мощный ресурс, который называется «Поганка», ну, от слова «поганус» – язычник, да? Где публикуются материалы, связанные с неоязычеством в России. Причем сами себя они неоязычниками не считают, они себя считают язычниками. Отличие я показал. Неоязычники и язычники базируют свои взгляды на разном корпусе источников. У людей, которым интересно классическое язычество, историческое, акцент делается на исторические источники, собственно, никакой фальсификации там нет. Неоязычники акцент делают на псевдоисторических источниках, на фейках. На каких идеях базируют у нас неоязычники совокупность своих взглядов? Идея проста. Противопоставляется Русь языческая и Русь христианская, православная. Языческая Русь с точки зрения неоязычников, с точки зрения вот того фейка исторического, который сейчас циркулирует активно в сетевом пространстве и в головах у неоязычников, была могучим государством, населенным детьми богов. Язычник, с точки зрения язычников, это сын Бога, или, как говорится в слове о полку Игоря, внук Бога, да? Внуки стребожьи, есть там вот такой оборот. Дети богов были сильными, могучими, смелыми, и государство, которое они построили, было таким же. Это государство никто не мог завоевать. Были противники у неоязычников, это иудеи, которые сконцентрировались в основном у нас в хазарском каганате. Хазарский каганат неоднократно пытался обкладывать данью гордых славян, язычников, и пытался завоевать основанное ими государство. Ничего не получилось. Хазарский каганат был ликвидирован князем Святославом Игоревичем, который для неоязычников сейчас является иконой. Они очень часто его используют в своих изображениях. Святослав Игоревич разгромил хазарский каганат, и на этом идеи захватить светлую, могучую языческую Русь были похоронены. Тогда хитрые иудейские жрецы запустили деструктивную технологию подчинения. Они придумали христианство. Ну, вы помните, что христианство у нас появилось в первом веке нашей эры как секта, которая выросла на базе иудаизма. Вот. Неоязычники говорят, что христианство было создано специально иудейскими жрецами для того, чтобы перепрограммировать сознание народов и подчинять их себе. В X веке, мы помним, в 988 году князь Владимир Святославич у нас осуществил крещение Руси, после чего начинается новая страница в истории нашего государства, страница христианская. Вот неоязычники разбирают подробно портрет князя Владимира Святославича, отмечая, что, во-первых, он был незаконно рожденным. Он был сыном князя Святослава Игоревича, с одной стороны, и с другой – сыном рабыни Малуши, с которой у князя Святослава Игоревича были отношения. Дальше неоязычники начинают развивать свою мысль, говоря, что Малуша на самом деле была еврейской женщиной, Малкой. У евреев мы помним, что национальность передается по матери, поэтому князь Владимир Святославич был этническим евреем. И христианство он запустил на Русь, договорившись предварительно с иудейскими жрецами. Смысл был прост. Необходимо было перепрограммировать сознание гордых славян-язычников, которые себя ощущали детьми богов, на рабов Божьих. Ну, вы помните, что в христианстве каждый адепт, да, имеет статус раба Божьего. Сделав из детей Бога рабов Божьих, славян, бывших язычников можно было очень легко даже подчинить, что, собственно, евреи и сделали. Князь Владимир привел к власти в Киеве еврейскую общину, вот, будучи сам евреем. Евреи плотно засели на российском престоле, вернее, на престоле Киевского княжества, Киевской Руси. Вот. По традиции они потом получали эту власть и на уровне создания российского централизованного государства, до сих пор сидят у власти, продолжая свою деструктивную деятельность. То есть тем самым неоязычники у нас являются убежденными антисемитами. И это проявляется при анализе вот тех материалов,
который я как судебный эксперт периодически получаю, когда принимаю участие в судебных процессах. Ну вот в качестве иллюстрации видите вот такая замечательная картинка. Русская религия для русов. Сидит сильный, крепкий, могучий воин, сын Бога. И еврейская религия для русов, страдающий Иисус Христос. Вот. И здесь прописаны тезисы из Нагорной проповеди. Ну и девиз. «Русич, задумайся, кто и зачем подменил тебе идеалы и понятия». Еще одна замечательная картинка неоязыческого характера. «Ты раб Божий», сказали мне люди, похожие на рабов. Вот видите, опять страдающий Иисус Христос. «Ты дитя богов», сказали мне люди, похожие на богов. То есть идет противопоставление. Второй вывод. Неоязычники у нас являются убежденными антихристианами. Христиан откровенно не любят. В отношении христиан неоязычники у нас периодически устраивали и устраивают акции. Кому интересно, можете загуглить и посмотреть такого персонажа, как Станислав Лухмырин, убежденный неоязычник-родновер, который у нас в свое время занимался организацией попытки подрыва православных храмов. Про Лухмырина у нас писал в свое время Максим Тесак в своей книжке, запрещенной в Российской Федерации. Сразу говорю, не стоит ее скачивать и читать, которая называется «Преступным». Неоязычники, совершая преступления на почве возбуждения вражды либо ненависти, есть у нас такая антиэкстремистская статья Уголовного кодекса 282, которая так и звучит: возбуждение вражды либо ненависти. Вот. По этой статье у нас привлекали как раз эмиссаров, руководителей неоязыческих организаций. Давайте я о некоторых из них вам расскажу и покажу, на чем они базировались. Вот самая крупная, самая известная неоязыческая организация у нас звучит как древнерусская англистическая церковь православных староверов-инглингов. На мониторе вы видите господина Хиневича Александра Юрьевича. Это лидер этой организации, крестный отец, если можно применительно вот к неоязычникам применять вот этот термин, крестный отец многих современных неоязычников, о некоторых из которых я тоже буду в рамках своего доклада рассказывать. Александр Юрьевич у нас проживал в Омске, который он называл Асгарда. И в 90-х годах, когда у нас был взлет интереса к традиционным, в кавычках, для нашей земли религиям, ну, не про классическое язычество говорю, а про неоязычество, был взлет интереса к идеям национализма, была создана вот эта самая организация. Я не буду зачитывать все, что здесь перечислено. Отмечу только, что Хиневич создал фактически вот эту идейно-мировоззренческую платформу неоязычников, которая до сих пор используется. Язычники с точки зрения Хиневича у нас называются староверами. Вот этот термин я предлагаю запомнить, потому что когда буду показывать результаты исследования, у нас староверы там будут использоваться. Базовой работой, на которую опирался Хиневич и на которую опираются все современные носители идей неоязычества, у нас называется славяно-арийские веды. К этой работе Хиневич у нас приложил руку. Славяно-арийские веды являются фейком историческим. Ничего общего с исторической действительностью они не имеют. И славяно-арийские веды у нас признаны экстремистской литературой и запрещены. За что их признали экстремистской литературой? Давайте, уважаемые коллеги, я вам приведу один сюжет, чтобы было понятно. В славяно-арийских ведах есть такой сюжет, что Чарльз Дарвин у нас, конечно, не прав, да, но до определенных пределов. Все-таки рациональное зерно в его идеях было. Какое рациональное зерно? Все ныне проживающие на Земле люди делятся на две расы. Первая раса – это так называемые белые люди, это потомки сынов неба, которые прилетели из далекого космоса и спустились на Землю и дали начало вот этой белой расе. Люди белой расы качественно отличаются от людей не белой расы, о которой я чуть попозже расскажу. Они создали науку, они создали культуру, они создали государство. То есть в целом все достижения современного цивилизационного мира – это достижения людей белой расы. А есть люди, которые и людьми-то называются так условно. Это потомки обезьян. Вот здесь как раз Чарльз Дарвин прав. Это люди, которые ничего не создали, это люди, которые паразитируют на достижениях цивилизации, построенной белыми людьми. И вот одним из видов обезьян являются семитские народы, в том числе евреи. А дальше следуют экстремистские лозунги. Прошу прощения, бей жидов, спасай Россию. Вот примерно так. То есть вот за такие идеи
славяно-арийские веды у нас оказались в федеральном списке экстремистских материалов. Вот так вот эти книжки выглядят, это обложки. Еще один источник, на который опираются неоязычники, это так называемая Велесова книга. В соответствии с легендой, Велесова книга была написана языческими жрецами Новгорода, где, помните, практиковался культ бога Велеса или бога Волоса, да, скотьего бога или бога богатства. Велесова книга у нас неоязычниками воспринимается как аутентичный эпохи IX века источник, хотя на самом деле, конечно, это не так. И кому интересно, я рекомендую посмотреть лекции академика Андрея Залезняка, к сожалению, он умер уже, специалиста в области структурной лингвистики, который сделал ряд очень серьезных видеолекций и написал ряд серьезных работ на уровне статей и монографий, где очень подробно разобрал структуру языка, на котором была написана Велесова книга, и доказал, что язык, на котором Велесова книга была написана, это язык XX века. Никакого отношения к IX веку, естественно, Велесова книга не имеет. Ну, кому интересно, Велесова книга у нас тоже в федеральном списке экстремистских материалов находится. Вот. Но можно какие-то фрагменты сравнить, например, с оригинальным языком, на котором написано «Повесть временных лет», и найти 10 отличий. Ну, их там гораздо больше, конечно. Вот, я думаю, вы их сразу увидите. То есть это вот основа, на которой базируется идея неоязычников. Далее. Неоязычники используют утонченные способы формирования толерантного отношения к идеологии национал-социализма и к нацистской символике. В лоб они не идут, как в свое время делал господин Марцинкевич и скинхеды, и же с ним. Они окольными путями, используя знаки, которые похожи каким-то образом там, вот, на нацистскую свастику, активно используют. Вот вам продемонстрирую всем известный, наверное, знак, который называется калавратом. Вот вы видите на мониторе классическая нацистская свастика, которая с 1923 года была официальным символом НСДАП, Национал-социалистической рабочей партии Германии, признана нацистской организацией, запрещенной вот, и в самой Германии, и в основной части цивилизованных государств, в том числе в Российской Федерации. Рядышком вы видите калаврат, вот это желтое изображение на красном фоне. Калаврат – это, по сути, две совмещенные друг с другом свастики. Вот если посмотрите и визуально разделите, то увидите, что это фактически свастика. Калаврат неоязычниками позиционируется как древний славянский языческий символ, который славяне у нас вот активно везде рисовали. Уважаемые коллеги, скажу, что на самом деле калаврат – это фейк, это новодел, это изобретение 80-х годов 20 века. По одним сведениям, калаврат был придуман в Польше одним из ярых неоязычников. По другим сведениям, калаврат вообще наше русское изобретение. Был такой языческий жрец Доброслав, Алексей Добровольский, который у нас несколько раз проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. Ну, были у него проблемы вот, с головой на почве обращения к вере предков и к анализу и научной рефлексии, ну, научной в кавычках, да, вот, исторического прошлого нашей страны. Калаврат является в России запрещенным символом, и за его публичное демонстрирование у нас положена административная ответственность. Я как судебный эксперт, в общем-то, имею довольно большой опыт написания экспертных заключений, вернее, проведения исследований по вот этому самому калаврату. Кому интересна языческая Русь, кому интересна славяно-языческая старина, я обычно предлагаю использовать реальные солярные знаки, которые у славян были. Вот они, видите, на мониторе, вот сейчас у нас рядом с калавратом черно-белого цвета. Вот эти солярные знаки у нас отражены на носителях деревянных, на вышивках, на глиняных изделиях. Вот эти солярные знаки при приближении. Вот таким вот образом они выглядят. Ну вот как видите, калавратов здесь нет. Как правило, это замкнутый контур круг. Если что-то отдаленно похожее, да, на то, что вот у нас изображено как калаврат, но это не свастика. Еще один символ, знак, который неоязычники у нас используют тоже как аутентично славяно-языческий. Это нацистское приветствие, или, как молодежь называет его, зига. Славяне-язычники говорят, что этот знак древние славяне использовали для того, чтобы приветствовать солнце по траектории от сердца к солнцу. Ну, иногда его называют солнышком. Вот, уважаемые коллеги, если вы столкнетесь где-то вот с этим определением, знаете, что речь идет об этом нацистском приветствии. Говорят, что никакого отношения к национал-социализму ни свастики, ни калавраты, ни вот эти приветственные жесты не имеют. А на самом деле
Это вот элементы славянской древности, базовые причем элементы. То есть все славяне у нас вскидывали руки в нацистском приветствии и рисовали свастики. А на самом деле это не так. Ну, основная часть участников – это профессиональные историки, люди, увлекающиеся серьезной историей, да, и хорошо это знают. Давайте, коллеги, сейчас я буду потихонечку выходить на финишную прямую, еще покажу вам одну неоязыческую организацию. Прошу любить и жаловать. Северное братство, еще одна неоязыческая организация. На мониторе вы видите ее лидера Антона Юрьевича Мухачева, который не так давно у нас освободился из мест лишения свободы. Отбывал он у нас наказание по ряду экономических статей и по 282 статье Уголовного кодекса, еще и по 280 публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Последние 3 года он находился в Кемеровской колонии номер 40, вот, которая на Волгоградской, прям совсем недалеко от нас. И я, когда выступал в местах лишения свободы, вот в этой 40-й колонии, Мухачев у меня сидел в зале и внимательно слушал, что я про его организацию рассказываю. Здесь есть небольшая справка по Северному братству. Давайте я дополню некоторыми сюжетами, ну, чтобы было понятно, о чем идет речь. Крестным отцом Мухачева был Александр Юрьевич Хиневич, о котором я вам рассказывал ранее. Мухачев до этого был христианином, а Хиневич его перекрестил в языческую веру. Северное братство у нас одно из первых неоязыческих организаций использовало виртуальное пространство. В частности, они создали ресурс, который назывался «Рус-игра. Или большая игра «Сломай систему». Предполагалось, что участники будут регистрироваться на сайте этой игры, получать задания от кураторов. Задания, как правило, были связаны с унижением человека по национальному и религиозному признаку. Это будет, по мысли Мухачева, провоцировать этноконфессиональные конфликты в обществе. Произойдет революция неоязыческая, после чего все православные, все евреи будут либо изгнаны, либо перекрещены, либо депортированы, либо отправлены в гетто. И на территории Российской Федерации, толерантной Рашки, как вот они говорили, будет создано светлоязыческое государство или могучеязыческое государство, Светлая Русь. Ну, а Мухачев станет, естественно, во главе. Здесь, коллеги, немножко добавлю, что по злой иронии судьбы соратником Мухачева и главным идеологом организации был человек, который носил фамилию Хомяков, Петр Михайлович, однофамилец известного славянофила. Хомяков тоже получил уголовное наказание, судимость, уехал на Украину и там умер. Сейчас Хомякова уже в живых нет. Главным символом, это вот к вопросу о фейках исторически, главным символом Северного братства является вот такой вот замечательный символ. Видите, вот такая красивая плетенка, которая имеет разные названия. Сварогов квадрат, квадрат Сварога, звезда Руси. Эта плетенка у нас позиционируется как древнеязыческий символ, ну, как правило, связанный с богом Сварогом, богом небесного огня, как вот неоязычники его презентуют. И вот обратите внимание на надпись. Эта картинка взята из интернета. Если более точным быть, она взята из социальной сети ВКонтакте. Сварогов квадрат, да, христианский символ Руси, вспомни свои корни русич. Вот. Этот символ запрещен у нас в России. Если его публично демонстрировать, рисовать, наклеивать наклейку на заднее стекло автомобиля или носить на груди, то за это можно получить наказание, административное, правда. На самом деле этот символ ничего общего с язычеством не имеет. Он действительно существовал, в отличие, например, от Калаврата. Вы рядышком видите фрагмент браслета, который датируется XIII веком, обнаружен на территории Старой Рязани, которую хан Батый разрушил, помните, да, в период нашествия на Русь. Вот верхний ярус как раз содержит вот этот символ, квадрат Сварога. Борис Александрович Рыбаков в своей замечательной работе «Язычество Древней Руси» доказал, что этот символ носит христианский характер. И каждый из лучей показывает траекторию распространения христианства. Кроме всего прочего, он сказал, что этот символ носит земледельческий характер. Он вплетен в сложный контекст. Ну, вот кому интересно, можно почитать работу Рыбакова, там все очень подробно описано. То есть никакого отношения к язычникам этот символ не имеет. Но неоязычники его сделали своим главным символом. И, к сожалению, символ очень красивый, я бы сам его с удовольствием использовал. Но, к сожалению, этот символ у нас признан экстремистским и запрещен. Это вот к вопросу о фейках, которые неоязычники распространяют. Ну, уважаемые коллеги, еще займу немного вашего времени. В рамках мониторинга, который мы проводим на протяжении уже 6 лет в Кемеровской области, 2-3 года мы работаем в других регионах,
мы фиксировали вопросы отношения молодежи к идеям славянского язычества. Вот такие картинки я вам покажу. Мониторинг у нас нацелен на выявление экстремистских идей в массовом индивидуальном сознании молодежного сегмента общества. Здесь состояние за 4-летний период, с 15 по 18 год я показал, свежие данные пока показывать не буду. Вот обратите внимание, что из опрошенной молодежи, а у нас довольно большой объем выборочной совокупности был, вот применительно к Кемеровской области это около 10 тысяч респондентов опрошено, 60% у нас демонстрируют положительное отношение к славянскому язычеству. В других регионах ситуация примерно такая же. То есть вот эти идеи довольно прочно вошли в массовое, в индивидуальное сознание. Ну, понятно, что далеко не все знают, что такое славянское язычество, поэтому мы провели дополнительные замеры, мы выяснили, а кто такой язычник с точки зрения респондентов, которые на вопрос о положительном отношении к славянскому язычеству ставили высокие баллы. Вот обратите внимание, человек, не принявший христианство, то есть язычник, да, человек, который противостоит христианству, не принял его. Я вот обвел самые интересные варианты, выделил красным. Старовер, живущий по вере предков. Вот целых 26 человек нам об этом показали. В самом начале я говорил, что староверы – это язычники с точки зрения Хиневича. Потому что вообще, строго говоря, вот мы как профессиональные историки знаем, да, что старовер – это синоним старообрядца. Это человека, который не принял Никоновскую реформу в 17 веке. Вот. А здесь старовер – это живущий по вере предков. То есть это неоязычник. И люди, которые на этот вопрос дали вот такой ответ, хорошо знакомы с деятельностью староверов-инглингов. То есть являются неоязычниками, читают славяно-арийские веды, не любят евреев, не любят иудеев, скидывают руки в нацистском приветствии и изображают нацистскую символику. То есть один шаг до того, чтобы они под знаменами нацистской Германии, прославляя Гитлера и пропагандируя его идеи, перешли. То есть фактически неоязычники у нас уже являются готовыми адептами для неонацистских организаций, а некоторые из них и являются носителями неонацистских идей. Ну и вот еще один вариант. Дохристианская вера славян, Древней Руси. Тут не дописано, я продолжу. Не любящих христиан и поклоняющихся вот, русским могучим богам. 29 человек. То есть в целом, вот, если с предыдущей картинкой это коррелировать, часть опрошенных у нас язычников воспринимают как людей, которые противостояли христианам, как людей, у которых отобрали историю, как староверов, которые живут по вере предков. Ну и это вот еще один опрос, который мы провели по знанию вот этой символики, которую я называл калавратом. Вот обратите внимание, какие варианты ответов есть. Славянский оберег-амулет, то есть калаврат искать не считают вот, аутентичным, да, славянской языческой древности. Славянский языческий знак или символ, славянский древнерусский солнечный знак, свастика нацистская. 144 человека, то есть напрямую калаврат отождествляется нацистской свастикой. Ну и один человек указал цифровой код, который используют наши неонацисты, 1488. Вот. Это код, в котором зашифровано нацистское приветствие «Хай Гитлер» 88. Да. 8-я буква немецкого алфавита, буква «Х». 2 «Х», «Хай Гитлер». 88 – это вот нацистское приветствие. Ну а 14 – это 14 слов в политическом тезисе белого расиста Дэвида Лейна. Мы должны обеспечить само существование нашего народа и будущего белых детей. То есть это чисто российский тезис, да, вот, который у нас разделяет. Поэтому 1488 – это, кстати, цифровой код, который в Российской Федерации тоже запрещен. Таким образом, уважаемые коллеги, я прошу прощения, что слишком много времени занял на свой доклад. Таким образом, неоязыческие идеи в массовом и индивидуальном сознании преломляясь, у нас подготавливают фактически носители этих идей к восприятию идей неонацизма. Еще раз повторю, что у нас многие неоязычники фактически являются убежденными неонацистами, потому что помимо того, что они любят древних языческих богов, вот, они боготворят Гитлера, они считают, что нацистская Германия осуществила экспансию на территории Советского Союза, вот, развернув агрессивную войну, и исключительно с одной целью – освободить потомков славян-язычников
от иго большевиков-евреев. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Я передаю слово своему уважаемому коллеге Дмитрию Юрьевичу Кувшинову, доктору медицинских наук. Тема его доклада «Проблемы искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне в современном массовом искусстве». Так, сейчас мы Дмитрию Юрьевичу откроем презентацию. Так, прошу прощения, Дмитрий Юрьевич, сейчас. Так. 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 Коллеги, я прошу прощения. Сейчас у нас тут небольшая техническая заминка. Так, показать. Так. Так, это где, Дмитрий Юрьевич? Рядышком. Вот это, да? Уважаемые коллеги, презентация Дмитрия Юрьевича видна? Ага. Нет, не видно. Не видно. Все, сейчас сделаем. Так, все, теперь должно быть видно. А теперь, да, видно. 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 Видно, да, видно. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать всех участников конференции. И от имени администрации нашего вуза позвольте тоже вас поздравить с этим интересным мероприятием, пожелать успешной работы, потому что я являюсь и завкафедрой нормальной физиологии, и ученым-секретарем ученого совета. То, что такая конференция организована, и особенно радостно, что участвуют в ней представители других городов, других государств. А значит, эту проблему фальсификации истории, я надеюсь, мы сможем как-то вот решить, какие-то выработаем общие подходы для борьбы с фальсификаторами и теми, кто пытается сделать какой-то грязный политический капитал на нашей памяти, на нашей истории. Ну, безусловно, культура, искусство – это то, что создает вторую реальность, по сути дела. И зачастую человек в своей жизни ориентируется именно на эти вещи. Если мы спросим, допустим, обычного гражданина, что он знает о войне 1812 года, он, скорее всего, приведет нам те факты, которые он почерпнул из книги Льва Николаевича Толстого или из замечательного фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука. Вот. Ну, это, наверное, естественно, потому что даже в первобытном обществе мы видим огромное количество произведений искусства, которые, да, вот эту вторую реальность они формировали. Но я, как медик, решил не только привести вам, уважаемые коллеги, факты о фальсификации, но и попытаться дать некую классификацию подобных искажений. Это не мои разработки, это разработки российских историков. Вот вы видите, есть вариант такой вот классификации. Концептуальная классификация для создания определенного образа, например, образа СССР как страны-агрессора, и фактологическая классификация, где приводятся какие-то искаженные данные, но тем не менее влияющие на сознание человека. В качестве объекта рассмотрения своей работы я взял не весь культурный слой, хотя, конечно, можно найти примеры фальсификации и в живописи, и в музыке, и в литературе. Но в 20 веке, конечно, кино, как сейсмограф, как колокол культуры, весьма ярко продемонстрировало и свои как позитивные возможности для создания каких-то позитивных примеров, вдохновления человека на что-то хорошее, чистое и светлое, так и негативные образы. И сейчас пропагандистская машина, использующая кино, она работает вовсю в тех же Соединенных Штатах Америки. Вот здесь мы видим министр пропаганды Геббельс, рейхсканцлер Гитлер на студии УФА.
То есть, конечно, кино – это был один из тех инструментов, с помощью которого достаточно разумный, достаточно взвешенный немецкий народ оболванивался и подталкивался в нужных для манипуляторов направлениях. Если мы рассматриваем искажение истории, ну, я как медик, у меня вот такие возникли аналогии, как некую болезнь, то мы должны не только установить диагноз, наверное, да, но и написать, какая степень тяжести, да, той или иной болезни. Мы там пишем в заключении средняя степень тяжести или легкая степень тяжести. Я на ваш суд, уважаемое экспертное сообщество, выношу свою как бы оценочную, может быть, классификацию из 7 пунктов по степени тяжести. Первое – это абсолютное искажение, абсолютное переворачивание истории, исторических фактов и контентов. Ну, в современном игровом кино, я все-таки больше сосредоточился на анализе его, такого, наверное, мы сейчас не увидим. А вот в пропагандистской машине гитлеровской Германии такое можно найти. Ну, например, здесь приведены плакаты фильма «Красный террор», «Возвращение», в которых Советский Союз, ну, в фильме «Возвращение» там про Польшу речь идет, представлены в абсолютно искаженном свете. Все преступления гитлеровской Германии приписаны, наоборот, либо Советскому Союзу, либо вот Польше во втором случае. Пожалуй, близко к такому наиболее страшному варианту искажения примыкает современный украинский кинематограф. Да, речи про, как таковых, фашистов вроде не идет, но здесь мы видим 2 фильма. Это фильм «Непокоренный» 2000 года, в котором прославляется лидер бандеровского подполья Роман Шухевич, и фильм 2004 года режиссера Олеся Янчука «Железная сотня», где также речь идет о бойцах УПА, и они показаны достаточно увлекательно. Другой распространенный вариант – это второй как бы по степени тяжести. Постановка знака равенства между Советским Союзом и нацистской Германией. Здесь приведены кадры из зарубежных фильмов. Снизу это фильм совместный Германии и Польши 2008 года «Безымянная одна женщина в Берлине», где речь идет об женщине 34 лет, которая подвергается постоянным сексуальным насилиям со стороны советских солдат и офицеров. Ну и на верхней половине данного слайда приведен скриншот из германского 3-серийного фильма 2013 года «Наши матери, наши отцы». Журнал «Шпигель» окрестил ее событием года. И вот в этом, с позволения сказать, событии года демонстрируются советские солдаты, которые захватывают немецкий госпиталь, насилуют медсестер, убивают раненых. Конечно, мы можем сказать, что это западное кино и это западная пропаганда, но так ли хорош отечественный кинематограф? Все ли в нем гладко? Нет, вот, например, кадры из знаменитого, я бы сказал, печально знаменитого фильма «Цитадель» режиссера Михалкова, где советские заградотряды массово убивают идущих в атаку, обратите внимание, бойцов, да, если видно, то пулевое отверстие находится в затылочной области. Да, то есть это не бегущие с поля боя солдаты. У зрителя, естественно, создается эмоциональный настрой и эмоциональные реакции, что вот такие были наши предки мерзкие. Ну а после неудачной атаки генерал в исполнении Романа Мадьянова, пьяный, хамоватый, гонит снова волны атак, бессмысленных атак на пулеметы. Ну, похоже, для этого киноактера образ омерзительного генерала, омерзительного военнослужащего является чуть ли не главным в его кинокарьере. И вот здесь несколько фильмов демонстрируют его кинообразы. Естественно, у
зрителя таких фильмов создается ощущение, что Советский Союз тоталитарное государство, что Германия тоталитарное государство, все это одинаково, мерзкие заградотряды только и делали тем, что убивали невинных граждан. Фильм «Служу Советскому Союзу». Ну, здесь выпячивается, во-первых, роль лиц, находящихся в заключении, в том числе уголовных преступников, в борьбе с оккупантами. Представители НКВД, естественно, показаны трусами и сволочами, которые при приближении немецких солдат убегают, а оставшиеся без охраны обитатели лагеря ловко и радостно разбивают немецкую диверсионную группу. Ну, по ходу фильма также героиня Ноны Гришаевой подвергается регулярным, опять-таки, сексуальным насилием. Сначала ее насиловала Берия, потом насилуют другие чекисты, что, конечно, тоже создает соответствующий образ сотрудников НКВД, как исчадие ада и граждан сексуально озабоченным. Ну, наверное, достаточно нарицательным стал фильм «Сволочи» про готовившихся в рамках, опять-таки, НКВД малолетних диверсантов, сирот, из преступников. Фильм 2006 года Александра Атанесяна. Вот. Фильм вызвал настолько широкий резонанс, что даже Федеральная служба безопасности и России, и Комитет государственной, национальной безопасности Казахстана проводили специальное расследование о наличии таких отрядов. Таких отрядов, естественно, у нас не создавалось. Подобную подготовку вели в немецкой спецшколе Абвер-команда 203. Ну и возмущение общественности было настолько широкое, что вот даже такой замечательный режиссер, как Владимир Меньшов, когда на номинации этого фильма на кинопремии МТВ 2007 получил конверт с фильмом-победителем, он этот конверт бросил на пол и сказал: я такой фильм награждать не буду. Этот фильм позорит мою страну, этот фильм лживый. Ну и таким образом, я думаю, он вогнал окончательно гвоздь последний в крышку гроба над этим фильмом. Очень широкой популярностью пользуются фильмы, где показываются штрафники. Вот сериал «Штрафбат» 2004 года о судьбе одного из штрафных батальонов. Здесь присутствует весь набор, опять-таки, и заградотряды злобные, и доблестные урки, там, родители за нашу родину, и страдающие офицеры. Между тем, да, и, естественно, выпячивается искусственно несколько роль штрафных батальонов в победе в Великой Отечественной войне. Хотя вот как констатировал генерал армии, военный историк Махмуд Гареев, что штрафные подразделения в Красной армии составляли около 1,5% от общей численности. Вот. При этом абсолютно по другим принципам они функционировали, чем показано в данном фильме. И генерал Махмуд Гареев четко говорит, что такие фильмы, как «Штрафбат», это своеобразный политический и идеологический заказ. Надо вдолбить в головы современной молодежи, что победу ковали не маршалы Жуковы и рядовые Матросовы, а уголовники. Но, казалось бы, это фильмы достаточно старые, да, вот фильм «Штрафбат» 2004 года, «Сволочи», как я уже говорил, 2006 года. Вот относительно свежий фильм 2019 года, называется «На Париж». Режиссер Сергей Саркисов. В данном фильме советские военнослужащие сначала отжимают у немцев «Мерседес», по-другому это назвать нельзя, и далее на этом «Мерседесе» направляются в Париж. В Париже они, естественно, идут куда? Куда может пойти советский военнослужащий? Он пошел в бордель. Вот. И вот здесь мы видим сцену из фильма, где Рената Литвинова, содержательница борделя, и актер Дмитрий Певцов находятся в этом замечательном, в кавычках, месте. После этого, правда, их задерживает майор контрразведки, играет его Сергей Маковецкий, и Дмитрий Певцов со товарищами удивляется, за что такие зверства, вот, за что такие преследования
Конечно, абсолютно фантазийный вариант. Вот. Ну, вот здесь тоже вы видите фантазийный вариант отечественной истории. Знаменитый поход Никиты Сергеевича Михалкова в образе генерала Котова с черенками. Закономерным, на мой взгляд, итогом вот такого киноискусства в кавычках является то, что 19 сентября 2019 года Европейский парламент принял резолюцию о важности европейской памяти для будущего Европы. И в тексте резолюции подчеркивается, что Вторая мировая война стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова-Риббентроп. То есть ставится фактически знак равенства между жертвой и насильником, между Советским Союзом и Германией. И я думаю, что, по крайней мере, часть депутатов Европарламента, особенно от Восточной Европы, от наших бывших советских республик, они вдохновлялись в том числе вот такими кинопроизведениями. Третье по степени тяжести, ну, может быть, тут спорно, может и второе, это обеление нацистов. Например, в том же киноленте «Цитадель» мы вот видим немецкого военнослужащего, который после расстрела другим военнослужащим группы цыган спрашивает: зачем ты это сделал? Ты что, эсэсовец? То есть все преступления, которые совершали оккупационные войска на территории и России, и Европы, приписываются только эсэсовцам. Вот да, вот были плохие эсэсовцы, вот это мы признаем. Но солдаты вермахта, они были достаточно благородные. Ну и вот, например, фильм Т-34, тоже очень свежий, 2019 года. Мы здесь видим трогательное рукопожатие советского танкиста в исполнении артиста Александра Петрова и немецкого танкиста. Вот. Ну, товарищ Петров, он и ранее засветился в образе доброго и хорошего нациста в программе «Танцы со звездами» в 2016 году. То есть человек уже наработал себе определенный бэкграунд. Вот. Добрый нацист мы видим в виде танкиста в фильме «Цитадель», который дарит шоколадку с изображением Адольфа Гитлера советскому военнослужащему. Ну, глуповатый советский военнослужащий показан тут снизу справа, который начинает колоть танк штыком. Сверху справа это кадр из фильма «Сволочи», где тоже добрый и хороший нацист, убеленный сединами офицер, убивается над погибшими советскими диверсантами, говоря слова типа: «Боже, что мы сделали? Зачем эта проклятая война? Это же дети». Ну, термин «это же дети» мы слышали во время украинского Майдана. Ну и определенные влияние, я думаю, на кинозрителей оказывает образ, вот как здесь вот в фильме «Поп», нациста, который выступает за защитника, можно сказать, религиозных ценностей. В данном фильме, ну, это офицер, правда, белый иммигрант, он всячески старался защитить верующих, церковь, и провести такую мысль, что да, вот, без коммунистов, с православными христианами мы построим какую-то новую Россию. Еще одной не очень радостной тенденцией, четвертой, я считаю, это растаскивание победы по национальным квартирам. Раньше мы были едины, были в едином пространстве и Советского Союза, и стран Варшавского договора. Вот в очень неплохом таком, на мой взгляд, фильме, как «28 панфиловцев», он снимался на народные деньги во многом, да, потом уже получил поддержку Министерства культуры России, Министерства культуры Казахстана. Во время боя происходит вот такой диалог между русским и казахским бойцами. Русский военнослужащий говорит: сейчас мы им покажем, кто такие русские и где у нас слабое место. Его сослуживец говорит: вообще-то я казах. Русский боец: а казах что, не русский? Вот будем воевать за Казахстан, покажем, кто лучший казах. Вроде ничего такого сильно страшного в этих словах нет, но все-таки меня, по крайней мере, немножечко покоробило. Режиссер как будто боится произнести там слова «советский народ», «советские люди». Да? И обязательно надо подчеркнуть национальность
того или иного бойца. Ну и близко к этому, наверное, примыкает неуместное, на мой взгляд, педалирование религии. Вот справа снизу это реальная фотография священного служителя, который помогал партизанам, был связным. А слева сверху это современная фантазия из фильма «Штрафбат». Да, фильма «Штрафбат». Все вдруг военнослужащие резко превратились в верующих, как будто не было у нас в составе нашей Красной Армии коммунистов, комсомольцев. Ну а такое изображение священника, на мой взгляд, это неуместно. Пятое, это, на мой взгляд, неуместная стилистика в демонстрации событий Великой Отечественной войны. Вот, например, фильм «Белый тигр», где ездит по полям нашей Родины некий волшебный танк и расстреливает советских танкистов, советскую бронетехнику, сжигает в огромных количествах. Ну, даже вот постер вот этот вот, да, мне, по крайней мере, очень сильно напоминает постер фильма «Терминатор». Вот. Против этой машины убийства, такого терминатора, выступает наш терминатор по фамилии Найденов. Правда, в конце он фильма не смог сжечь танк «Тигр», но, тем не менее, смог его повредить. Другой, на мой взгляд, неуместный стиль – это вот такой вот аниме-стиль. Это мультфильм «Первый отряд». И если кто не понял, кто здесь изображен, это пионеры-герои. Вот Валя Котик, Зина Портнова, Марат Козей. Вот. Ну, конечно, в таком стиле представлять Великую Отечественную войну, на мой взгляд, это неуместно. Ну, еще более худший, на мой взгляд, вариант – это вот трэшевая комедия «Гитлер капут», режиссер Марис Вайсберг. Это пародия, по сути дела, только пародия, конечно, глупая, неуместная, на фильм «17 мгновений весны». Какой-то винегрет из гадалки, которая предсказывает величие Третьему рейху после убийства партизана Рабиновича. Партизан Рабинович, кривляющийся в концлагере в виде Галустяна. Чемпионат по Хай-Гитлеру и прочее абсолютно неуместное, на мой взгляд, в нашей особенно стране, такая вот псевдокинокомедия. Шестое, я бы назвал это обыкновенный фальшизм, когда, может быть, и в неплохом по задумке фильме показываются какие-то достаточно фальшивые моменты истории. Вот фильм про танковые войска 2018 года «Несокрушимый», где в составе экипажа тяжелого танка КВ присутствует девушка. Вот. Конечно, это историческое безумство, такого не было. Действительно были танкисты, женщины, 13 человек на весь СССР, но в экипаже КВ, в экипаже тяжелого танка никто не сражался. Сериал «Истребители», где старались, казалось бы, создатели не показывать каких-то мерзостей, это все-таки не Гитлер капут, но, тем не менее, проскакивают вещи типа там «Наш самолет Як-3», это летающий гроб, вот, или что герой Дюжева – это граф, который воюет в Испании. Как мог оказаться граф, бывший граф в составе советских войск в Испании, маловероятная вещь. Ну и в целом персонажи выглядят недостоверно. Вот многие девушки, например, из современных российских кинофильмов, они, конечно, больше похожи на гламурных моделей, сошедших с обложек журнала, например, «Женщина в концлагере». Действительно ли она так прекрасно должна выглядеть в концлагере? Женщина на фронте, и губы у нее накрашены, и лицо у нее явно со слоями косметики, и прическа там у нее ухоженная. Почувствует ли зритель достоверность атмосферы Великой Отечественной войны? Нет. Скорее всего, для него кино превратится в какое-то похождение, достаточно, может быть, интересное, с любовной серией. Хотя, на самом деле, война – это грязь, боль и страдания человечества, а не приключения пополам с любовными историями. Ну и седьмое – это фактические ошибки или киноляпы. А я здесь привел два фильма из современного российского кинематографа. Но я не буду здесь углубляться и в содержательный контент, он тоже
вызывает вопросы. Ну, например, в фильме «Мы из будущего» сама завязка сюжета основана на том, что ребята имеют красноармейские книжки. Ну, красноармейские книжки не того образца, там, с склеенными фотографиями. Вот. Вооружение, подсумки, ремни, все это послевоенного времени. Это мелочи, но, тем не менее, такие киноляпы, они раздражают. Фильм «Сталинград», ну, например, там подполковник носит, один из ключевых героев, немецкий подполковник, носит спокойно полковника. На помощь немецким оккупантам приходят танки, здесь вот они немножечко видны, дивизии СС «Мертвая голова», хотя в тот момент в Сталинграде она не сражалась, она находилась под Демьянском. Вот. И даже в более достойных фильмах мы можем встретить какие-то киноляпы, там фильм «Брестская крепость», там есть нагрудный знак «За ближний бой». Но, тем не менее, вот такие вот фильмы, как «Брестская крепость» в августе 1944 года, и, в общем-то, современного плана фильмы, но, на мой взгляд, те фильмы, которые все-таки можно смотреть. Книжка, конечно, вот я читал книгу «Момент истины», она гораздо интереснее, но и фильм создали достойно. Обратите внимание, что оба фильма, и «Брестской крепости» в августе 1944 мы снимали совместно с нашими белорусскими коллегами. Да, вот, видимо, у белорусов вот, почитание памяти предков, оно сохранилось. Ну, а если, конечно, перейти от ужасного контента к прекрасному и получить какие-то действительно и правильные представления, это, конечно, советское кино. Оно огромно, оно интересно, здесь только небольшая часть. Вот как выглядят военнослужащие, вот как выглядят советские люди в кино. И это гораздо более правдивый образ. Ну, я надеюсь, что у российского кино не все потеряно. Запрос населения, запрос нашего народа на хорошие качественные фильмы есть. И пример там с теми же 28 панфиловцами показывает, что хорошие фильмы выпускать мы будем, и я надеюсь, и будет с каждым годом все больше и больше. Благодарю за внимание. Блестящий доклад, блестящий. Спасибо огромное, Дмитрий Юрьевич. Особенностью нашей конференции является то, что у нас помимо профессиональных историков принимают участие профессиональные медики, профессиональные микробиологи, вот, делая доклады на очень профессиональном историческом уровне. Я предоставляю слово своему молодому коллеге, самарскому Игорю Евгеньевичу, который у нас анализирует компьютерные игры и находит там элементы фальсификации истории, связанных с Великой Отечественной войной и с отношением к Советскому Союзу. Игорь Евгеньевич, вам слово. Да, сейчас мы поставим. Так, давайте, Игорь Евгеньевич. Сейчас, Игорь Евгеньевич. Коллеги, я прошу прощения, сейчас у нас тут небольшая техническая заминка. Так. Именно в виде папки, папка. Папка, да? Папка, да. Вот она, конференции, фальсификация истории. Так, и вот фальсификация PDF. Вот это, вот. Так, сейчас. Так. Давайте так сделаем. Так. Уважаемые коллеги, презентация видна? Есть презентация. Есть, да? Все замечательно. Я передаю слово Игорю Евгеньевичу. Да, все видно. Здравствуйте, уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Фальсификация событий отечественной истории XX века сквозь призму игровой серии
Call of Duty. 9 мая 1945 года антигитлеровская коалиция поставила жирную точку в 12-летней истории Тысячелетнего Рейха и его сателлитов. Но время шло, и наши бывшие союзники оказались по другую сторону баррикад. В 1946 году началась эпоха Холодной войны. Она вылилась в идеологическое и экономическое противостояние стран Организации Варшавского договора и Североатлантического альянса НАТО, которое не прекратилось с распадом Советского Союза и ОВД. Ее итогом стало множество мифов о событиях Великой Отечественной войны, таких как победа вопреки командованию, бессмысленные потери, дефицит и отсталость советского оружия, солдаты, не желавшие воевать за свою страну, идущие в атаку только под дулом пулеметов заградотряда и комиссаров, насилие по отношению к гражданскому немецкому населению со стороны советских солдат. Эти мифы ставят главной целью десакрализацию этого исторического события в глазах нашего народа и народов стран мира. Одним из инструментов проекции мифов стали компьютерные игры, имеющие широкую популярность у молодежи и взрослых людей. Существуют игры разнообразных жанров, в том числе и на военно-историческую тематику, многие из которых посвящены теме Второй мировой войны. Среди жанра FPS, First Person Shooter, шутер от первого лица, популярность имеет игровая серия Call of Duty, на сегодняшний день насчитывающая только 17 основных игр. Call of Duty — это крупнобюджетные игры AAA-класса, к разработке которых в качестве консультантов активно привлекают представители силовых структур США. Игровая серия позволила игрокам впервые почувствовать себя обычным солдатом, участвующим в масштабных сражениях. Первая игра серии вышла в 2003 году и включала по игровому порядку 3 кампании за США, Британию и СССР. Миссии за США и Британию были разнообразными и захватывающими, погружали игрока в атмосферу того времени и показывали героизм солдат. Они включали парашютный и планерный десант Нормандии, добычу вражеских секретных документов, освобождение пленного офицера из немецкого концлагеря, захват моста, диверсии на плотине и на линкоре «Тирпиц». В этих миссиях американские и британские солдаты героически сражались и погибали. Экраны загрузки были стилизованы под брифинг командования и личные письма и дневники главных героев. Экран загрузки советской кампании представлен в основном приказами, а начало первой миссии приказом 116, аллюзии на приказ 227 «Ни шагу назад». Образ советских солдат собрал множество штампов и мифов. Советские солдаты не хотят воевать, вооружены одной винтовкой на двоих, идут в атаку только под страхом расстрела комиссара, образ которого как будто сошел с листовок гитлеровской пропаганды. Тезис «комиссар хуже врага» дополняет сцена, где советский снайпер убивает комиссара, не дающего занять выгодную позицию. Советские командиры бросают солдат только в лобовые атаки, безо всякой поддержки, и не считаются с потерями. Винтовку главный герой получит только подобрав у своего убитого товарища. Игрока ожидают достаточно скучные и однообразные миссии, с одним исключением в виде аллюзии на оборону дома Павлова, где командир отправит солдата под страхом расстрела выманивать на себя немецкого снайпера. Видимо, разработчики вдохновлялись псевдоисторическим фильмом «Враг у ворот». В миссиях по освобождению Польши мы узнаем, что советские генералы не шли освобождать Европу от нацизма, а гнались за бабами и французским шампанским, что командиром танка Т-34-85 брали обычных пехотинцев командовать малоопытными танкистами, так как экипажей не хватало. Завершает советскую кампанию штурм Рейхстага, обороняемого 10 немецкими солдатами. Игра была хорошо воспринята мировым геймерским сообществом, и продолжение не заставило себя ждать. В дополнение Call of Duty United Offensive, вышедшим из-под пера другой студии Triarch, советская кампания стала разнообразнее, советские солдаты хорошо вооружены, а игрок поучаствует в битве на Курской дуге и в освобождении Харькова.
Продолжение серии Call of Duty 2 началась с советской кампании в хронологической последовательности и не имела противоречивых и клюквенных моментов, за исключением использования картошки вместо гранат для тренировки советских солдат. Она была достаточно скучна, проходила в однообразных развалинах Сталинграда и заканчивалась в 1943 году успешной обороной неизвестного дома, в то время как кампании за США, Британию шли в Африке, Нормандия и Германия отличались размахом, динамикой и эпичностью. В 2008 году вышла игра Call of Duty World at War. В ней присутствовала кампания за США на Тихом океане и за СССР в Европе. Игра показывала мрачность, кровавость и жестокость войны. Игра была тепло встречена нашими игроками, ведь советские солдаты в ней показаны желающими сражаться за Родину. Кроме одной миссии в Сталинграде, все остальные шли в Берлинской операции 1945 года и включали следующие миссии: штурм Зиеловских высот, прорыв танков к пригородам Берлина, городские бои, затопление нацистами берлинского метро и, наконец, финал со взятием Рейхстага, где игрок в роли рядового Дмитрия Петренко лично воздружал знамя победы на крышу. Правда, советскими солдатами в игре двигает лишь чувство мести и жажда крови. Командир Виктор Резнов, внешне похожий на Ленина, без жалости приказывает расстреливать пленных немецких солдат и ходит по Берлину с ножом мачете «Тайга-1» разработки 1990-х годов, а в вырезанных из финальной версии игры диалогах рассказывает, как отрезать голову медведя, и говорит, что это может пригодиться при встрече с фрицами в Берлине. В одной из миссий игроку давали выбор: либо он расстреляет сдавшихся в плен немецких солдат, либо их сожгут заживо коктейлями Молотова. Это разительно отличается от американской кампании, где солдаты США поражаются жестокости японцев и их коварству, показывают усталость от войны и берут японцев в плен, даже несмотря на то, что японские солдаты при сдаче подрывают себя и врага гранатой. История Резнова и Дмитрия Петренко продолжается после войны в игре Call of Duty Black Ops. Эта часть игровой серии была посвящена эпохе Холодной войны. При первом запуске игры можно увидеть предупреждающий текст о том, что события сюжетной кампании проходят в мире, похожем на Вьетнам, Кубу и СССР и другие реальные страны 60-х годов. События в игре являются художественным вымыслом, а авторы не ставили цели давать оценку реальным историческим событиям и личностям. В ходе прохождения игры мы узнаем, что Советский Союз хотел захватить США с помощью химического оружия газа Нова-6, которое для него разработал ученый-нацист доктор Штайнер. А отцом отечественной космонавтики был не Сергей Павлович Королев, а безымянные нацистские ученые-ракетчики из группы «Восхождение», которую нужно уничтожить. Разработчики игры спроецируют на СССР американскую программу ЦРУ МК-Ультра, направленную на работу по манипуляции сознанием людей. Главные антагонисты игры – советские военные генерал Драгович и полковник Кравченко показаны жестокими садистами, лично убивающими и пытающими пленных. В одной из миссий игрок будет играть за советского бойца Виктора Резнова и участвовать в операции по захвату доктора Штайнера с нацистской базы в Антарктиде, где игроку дадут приказ не брать пленными никого, кроме нациста-ученого, и прикажут всех сдающихся расстреливать. В этой же миссии по приказу Драговича на советских солдатах, в том числе и на герое прошлой части игры Дмитрия Петренко, испытают захваченный у нацистов газ Нова-6. В ходе вьетнамских миссий разработчики объяснят, что советские военные специалисты испытывали газ Нова-6 на своих союзниках, вьетнамцах, а военные преступления американской армии – это дело рук советских спецназовцев, переодетых в американскую форму. В миссии на острове Возрождения советские военные сбросят на свой же военный городок контейнеры с газом Новый-6 для того, чтобы остановить группу захвата ЦРУ. Таким образом, в ходе прохождения игрок узнает, что СССР, Вьетнам и Куба для авторов являются однозначным злом, а США борется за добро, хоть и не всегда честными и гуманными способами.
В игровой серии Call of Duty создается отрицательный образ нашей страны, народа и армии. В предпоследней части серии Call of Duty Modern Warfare 2019 представлен негативный образ уже современной армии Российской Федерации, что наглядно демонстрирует, что компьютерные игры можно использовать для агитации, пропаганды и создания образа врага. Подобные игры должны проходить специальную историческую экспертизу, и в случае отрицательного заключения эксперта должно ограничиваться свободное распространение данного контента. С другой стороны, необходимо создавать отечественный игровой контент с правильными историческими посылами. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Игорь Евгеньевич. Мы понемногу выходим на финишную прямую. Так, прошу прощения, коллеги, сейчас мы тут... Так, здесь мы сейчас... О, замечательно. Мы поговорили с вами, вот, выходим на финишную прямую, поговорили мы с вами о фальсификации истории, о последствиях, об инструментах и механизмах фальсификации истории. Возникает вполне закономерный вопрос, что делать. Вот одним из эффективных инструментов профилактики деструктивных настроений, профилактики нехороших идей, которые в массовом сознании закрепились, является патриотическое воспитание молодежи, речь идет о молодежном сегменте, основанном на апелляции к историческим фактам, на работе с историческими источниками. Моя уважаемая коллега Злата Владимировна Боровикова у нас занимается как раз вопросами патриотического воспитания, имеет большой опыт в этом деле. И сейчас она расскажет о том, как она функции патриотического воспитания реализует в условиях существующей фальсификации истории на примере работы со студентами нашего медицинского университета. Злата Владимировна, прошу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помимо тех факторов и вопросов, которые уже осветили, отметили коллеги, хотелось бы остановиться на проблемах, с которыми мы сталкиваемся в образовательном процессе, и причина многих этих проблем связана как раз с фальсификацией истории. Вопросы патриотического воспитания молодежи имели и имеют первостепенное значение для развития любого общества. Без знания и понимания своих корней и отечественной истории невозможно формирование активной гражданской позиции у молодого поколения и дальнейшее перспективное развитие страны. После распада Советского Союза прежняя система ценностей была утрачена, а новые ценностные ориентиры четко сформулированы не были. На многие года незаслуженно был забыт опыт Советского Союза в области патриотического воспитания. Отсутствовали единый подход, единая концепция на уровне страны, которая направлена на восстановление нравственности, на воспитание, прошу прощения, нравственности, чести, верности Отечеству. Дело в том, что и по-прежнему отсутствует единая идея, а культ потребления, который пропагандируется в последние десятилетия, показал, что это путь в никуда. Проблема патриотического воспитания для России приобретает дополнительную актуальность из-за современной геополитической обстановки, из-за роста экстремистских настроений среди молодежи, попыток переписать и фальсифицировать историю. Мы живем в мире информационных технологий, которые стремительно развиваются, и нас окружает, по сути, на сегодняшний день круглосуточно агрессивная информационная среда, где идет навязывание огромного числа информации, начиная с рекламы какого-то конкретного товара и заканчивая внедрением новых идей. Серьезной проблемой в современных условиях является то, что у большого числа молодых людей отсутствуют навыки критического мышления. За последние десятилетия выросло целое поколение молодежи, у которых сформировалось так называемое клиповое мышление. Его характерными чертами являются мозаичность, фрагментарность образа, яркость, кратковременность, быстрая смена картинок, алогичность, разрозненность, отрывочность информации, растворение целостных моделей. И складывается ситуация, быстро мелькают картинки, одна сменяется другой, яркие звуки, все очень быстро, динамично происходит, и даже не возникает у многих потребности, зачем это анализировать? Даже и желания такого не возникает, да зачастую там анализировать-то нечего. И помимо всего прочего, опять же, в последние годы происходит стремительное увеличение числа пользователей в интернете, и молодежь здесь тоже занимает лидирующие позиции. Многие пользователи попадают в отфильтрованный алгоритмами пузырь фильтров, так называемый, когда каждый добавляет в друзья и лайкает только тех, кто ему интересен и чьи взгляды
импонирует. И в результате алгоритм подбрасывает идентичные посты, разделяющих его мнение людей, и со временем у многих формируется искаженная картина мира. Пользователю начинает казаться, что абсолютно все в этом мире разделяют его идеи и мыслят такими же категориями. О том, как устроена та или иная платформа, как формируется новостная лента, многие не знают и даже не задумываются об этом. Вот эти вот перечисленные моменты являются благоприятной средой для распространения фейков и фальсификации истории. Во время занятий студенты отмечают, что по большей части, помимо занятий в школе, там, где на достаточно приличном уровне велась история, что в основном они узнают историю из художественных фильмов. О художественных фильмах мы сегодня уже говорили, через компьютерные игры знакомятся. И качество той информации, которую они получают, тоже мы имеем представление какое. Мы живем сегодня, помимо всего прочего, в мире массовой культуры, где главным критерием для производителя является получение прибыли. Правдивыми, позитивными или общеизвестными фактами никого не удивишь, внимания не привлечешь, и поэтому акценты начинают смещаться на горячие новости, на пикантные подробности, на сюжеты, которые создаются в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. И для основной массы современных обывателей, опять же, вот в этих условиях стремительного информационного, когда информация развивается очень быстро, как правило, читать научно-исторические статьи, изучать факты, дело очень долгое, очень нудное и для многих и ненужное абсолютно, они даже не задумываются об этом. А на просмотр яркого и эмоционального художественного фильма время находится. Остается только, играя на эмоциях зрителя, правильно подобрать сюжетную линию и нужную идею. И ложь, повторенная 1000 раз, начинает становиться правдой. Основой патриотизма является знание своей истории. Знание истории является и важным инструментом по противодействию фальсификации истории. А мы-то как раз сталкиваемся с той проблемой, что у нас сегодня со знанием истории возникают проблемы. Все чаще обучающиеся первого курса демонстрируют незнание истории России. Так, результаты входного контроля знаний по истории показывают, что до 80% первокурсников не знают, когда и кем было образовано древнерусское государство, около 5% путаются с точными датами начала и окончания Великой Отечественной войны. Значительная часть обучающихся первого курса не знает государственных праздников, допустим, День России, День народного единства, не понимает, что они означают. Страшно то, что многие испытывают затруднения при ответе, казалось бы, на элементарный вопрос, чем мы, россияне, можем гордиться в нашей истории. А при характеристике русских часто звучат такие определения, как пьяные, ленивые, агрессивные, неумные, ну и прочее в подобном же роде. Подготовка к сдаче ЕГЭ обуславливает целенаправленное изучение узкого круга дисциплин. В нашем вузе это химия, биология, русский язык, а все остальные предметы и история, как правило, остаются вне поля изучения. Ситуация усугубляется навязыванием огромного числа непроверенной, заведомо ложной информации, а у выпускников школ зачастую не сформировано критическое отношение к информации, что увеличивает вероятность манипулирования историческими фактами и, как следствие, мнением и сознанием молодых людей. На семинарских занятиях очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда студенты готовятся только вот по первой ссылке в интернете, и начинаешь у них спрашивать, где вы взяли информацию. В интернете. Абсолютно спокойно, абсолютно уверенно. Все, что они находят в интернете, они воспринимают как истину в последней инстанции. Не задают вопрос, пока вот на семинаре начинаем разбирать, а для чего это написано, кем это могло быть написано. Вот фейк чистой воды. Для каких целей, кто это мог разместить. У них, как правило, вопросов даже не возникает. Я сейчас говорю о студентах. То же самое касается восприятия новостных лент, когда мы это обсуждаем со студентами, разбираем. Жизнь в Европе, в Соединенных Штатах кажется как абсолютно благополучной, такой воспринимается. Там все в белом свете, в розовых тонах, там нет вообще никаких проблем. В отличие от того, что происходит в России, вот новости, которые идут касательно событий в нашей стране, воспринимаются в крайне негативных тонах, и все подвергается сплошной критике, и где надо, и где не надо. И вот в сформировавшихся условиях нужно действовать одновременно в нескольких направлениях. Во-первых, необходимо обратить внимание на изменение образовательной парадигмы среднего звена в сторону повышения уровня образования учащихся, развитие их абстрактного и логического мышления. То есть получается, что у нас сегодня мы не только о патриотическом воспитании говорим, но еще о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, и понимаем, что патриотическое воспитание нам просто необходимо, без этого никак тоже не обойтись. Во-вторых, назрела необходимость пересмотреть цели, задачи и, соответственно, методы и подходы в преподавании истории. Для повышения уровня патриотизма необходимо продолжать развивать и утверждать государственные программы, чтобы существовала преемственность на всех уровнях
семья, школа, вуз, государство. Потому что если студент пришел в вуз, и мы здесь начинаем, ну а давай-ка будем вот думать, как же нам сформировать, чтобы ты любил родину, да, вот понимал свои корни. Если это начать делать резко и уже в вузе, ничего не получится, потому что к нам приходят во многом уже люди со сформированной точкой зрения. И с огромным подозрением начинают относиться, что это, какая тут родина, кого-то любить нужно. То есть очень-очень критично воспринимается то, что мы начинаем говорить, если этим заниматься только в высшем учебном заведении. Начинать нужно с семьи, формировать ценностные ориентиры, чтить семейные традиции, реликвии, помнить героев, передовиков, потому что патриотизм – это не только любовь к родине, но и понимание и осознание того, что учиться жить и трудиться нужно так, чтобы приносить пользу Отечеству. И мы опять сталкиваемся с проблемой, когда мы начинаем это сегодня доносить до студентов, не все, но многие, ну, прям с долей иронии это воспринимают, о чем вы говорите, деньги надо зарабатывать в первую очередь. В последние годы в школах возрождаются уроки по патриотическому воспитанию, приглашаются очевидцы Великой Отечественной войны, потому что, к сожалению, участников остается все меньше и меньше в живых. Приводятся олимпиады на знание истории России. Для молодежи организуются различные форумы с участием ученых и общественных деятелей. Если говорить о патриотическом воспитании в нашем университете, оно имеет разнообразные формы, включает в себя как аудиторную, так и внеаудиторную работу. И когда к нам приходят студенты первого курса, мы начинаем всегда с формирования первокурсников установки на самообразование, самореализацию, саморазвитие. Ориентируем их на активные методы овладения знаниями и вовлекаем в самостоятельную работу. Потому что если у молодых людей будут сформированы навыки по работе с информацией, они научатся критически анализировать проблемные ситуации на основе системного подхода, у них не вызовет затруднений составить собственное мнение по любому вопросу. Чем больше обучающиеся знают объективных фактов из нашего прошлого, тем лучше понимают и больше ценят свою историю и страну. Чем образованнее наши студенты и выпускники, тем меньше шансов фальсифицировать историю. В рамках курса истории обучающиеся изучают достижения предков в различных областях и сферах деятельности, примеры героизма, стойкости, мужества нашего народа на разных исторических этапах. Благо, таких примеров в нашей истории огромное количество. На истории медицины первокурсники знакомятся с вкладом в развитие медицины наших соотечественников, Федора Петровича Гааза, Григория Антоновича Захарина, Николая Ивановича Пирогова и многих других. Изучать жизнедеятельность выдающихся деятелей, прославивших Россию, можно в рамках каждой преподаваемой дисциплины в медицинском вузе. На физике, биологии, химии, анатомии, физиологии, что также является неотъемлемой частью патриотического воспитания. В рамках патриотического воспитания студенты первого курса Кемеровского государственного медицинского университета на кафедре истории уже много лет выполняют работу «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Они собирают материал по вкладу своей семьи в победу во время Великой Отечественной войны, причем опираясь на источники, воспоминания, семейные архивы, документация. И мы как раз учим их, что когда вас подводят к какой-то идее, вас знакомят с какой-то новой точкой зрения, посмотрите, на что опирается, на какие источники исторические. Кто это рассказывает, опять, где вы с этой информацией познакомились. Эта работа позволяет их сориентировать в первую очередь на исторические источники. В университете уже стала традиционная выставка стенгазет и плакат обучающихся, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне. В воспитательной работе кафедра истории сотрудничает с Музеем истории Кемеровского государственного медицинского университета. Ежегодно организуются встречи с очевидцами и детьми Великой Отечественной войны, проводятся круглые столы. Наши студенты принимают активное участие в организации и проведении праздничного концерта в честь Дня Победы, участвуют в акции Бессмертного полка. Задача вуза не только сформировать у выпускников комплекс профессиональных навыков, но и воспитать гражданина с активной жизненной позицией. Таким образом, в современном мире, в современных условиях формирование у молодежи патриотического сознания и понимания гражданского долга является стратегически важной задачей и невозможно без систематической многоплановой реализации данного направления в вузе. И в свою очередь формирование патриотического сознания в условиях фальсификации истории невозможно без формирования у молодежи навыков мыслить критически и без повышения их цифровой грамотности. А эти пункты уже требуют от преподавателей вуза ежедневной, кропотливой и тщательно продуманной работы со студентами на каждом занятии. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Злата Владимировна. Я с большим удовольствием приветствую нашего друга, адвоката, правозащитника, представителя Израиля Тали Линоя. Сейчас мы послушаем нашего студента из Индии, а потом передадим слово нашему уважаемому Талю для того, чтобы он рассказал о том, каким образом в Израиле
противодействует попыткам отрицания Холокоста. Я тоже приветствую, дорогой Вадим, и всех дорогих участников конференции. Ожидаю своей очереди. Спасибо, Таль. Все, до связи тогда. Так, я предоставляю слово Вьясу Ритику, студенту из Индии, который расскажет о борце за независимость Индии Субхасу Чандра Босу. Так, я так понимаю, надо нам предоставить ему права администратора, да, для того, чтобы можно было. Так, сейчас будем предоставлять. Ritik, are you ready? Yes, ma'am. Yes. Excellent. Так, теперь бы еще сообразить, как вспомнить, вернее, как это делается. Так, прошу прощения, сейчас, коллеги, небольшая техническая заминка. Так, сделать организатором. Или так, соорганизатором, наверное, да? Не переключаться. Так, Александра Юрьевна, можете сказать, что можно запускать демонстрацию экрана? Ritik, you may start now. Okay, ma'am. Subhash Chandra Bose, the fighter for the independence of India. Subhash Chandra Bose is one of the most significant national heroes of 20th century for Indians. In India, this anti-colonial leader from Bengal is known simply as Netaji. Unfortunately, Bose is little known in Russia. Meanwhile, he was the biggest rival of Jawaharlal Nehru and ideological opponent of Mahatma Gandhi. Subhash Chandra Bose was born into a wealthy Bengali family and was the 9th of 14 children. He studied at private college, the University of Calcutta and the University of Cambridge. From an early age, he began to actively engage in politics, was repeatedly arrested for revolutionary activities. His political activities, outstanding oratorical and organizational skills soon brought him into the ranks of most prominent fighters against British rule in India. He was twice elected chairman of Indian National Congress. In his views, he had significant disagreement with Mahatma Gandhi and considered his policy of non-violence insufficient to achieve Indian independence. Bose was supporter of armed action against the British rule, although he did not approve of the terrorist methods. On January 17, 1941, Subhash Chandra Bose escaped arrest and went to Europe using fake documents. He planned to use foreign help to get rid of British rule in the country and choose Germany as an ally. Netaji arrived to Berlin on April 3rd, 1941. He was not a Nazi and did not share Hitler's political and ideological views. However, he believed that the war of Nazi Germany and Great Britain made the Third Reich a natural ally of India. The Germans in turn wanted to weaken their British enemies and welcomed Bose as the leader of pan-Indian status. Bose received an audience with the Führer and he was allowed to form an Indian legion of 3,000 people from Indian prisoners of war, as well as conduct anti-British propaganda on the radio and publish a newspaper. However, the longer Bose stayed in Germany, the more disappointed he became with the decision. Germany did not provide any real assistance to him, and the Protestants' military campaign greatly weakened it. Netaji decided to seek support closer to his homeland. Now he chose Japan as an ally in the fight against Britain. Throughout the early 20th century, Imperial Japan patronized
Indian nationalist campaign in particular by viewing the British as an obstacle to Japan's dominance of Asia. Tokyo's fostered revolutionary ties between the vast Indian expertise community in Southeast Asia. In February 1943, Subhash Chandra Bose leaves for Japan almost immediately. Bose was given a meeting with Prime Minister Tojo, was promised full support of his plans for liberation of India. In October 1943, Bose announced the formation of provisional government of Free India, and the first decision of which was declared war against Britain. However, by the spring of 1945, Subhash Chandra Bose realized that Japan's defeat was becoming more like being a realist. He began to search for alternative allies in his struggle, deciding that the Soviet Union was likely to become Britain's enemy in post-war world. He tried to enlist Stalin's support on August 18, 1945. 3 days after the Emperor Hirohito announced Japan's unconditional surrender, Bose boarded a plane in Saigon and flew to Taiwan. According to the official version, shortly after takeoff, the plane had engine problems and crashed. Subhash Chandra Bose suffered severe burns and died the same evening. After being cremated in Taiwan, his ashes were transported to Tokyo, where he remained until he was burned on September 18, 1945 at Renkoji Temple. Since there was no evidence of Subhash Chandra Bose's corpse, the version with his death in a plane crash immediately raised doubt among its followers. Disputes about the continue to this day. The government of India tried many times to put an end to the issue. Several investigations into the death were organized. The most famous is the so-called Mukherjee Commission. Published its the commission examined hundreds of documents on Netaji's death from several countries and visited Japan, Russia, and Taiwan. But when the commission published its 600-page findings 7 years later, the results were surprising. Subhash Chandra Bose did not die in the plane crash. The ashes stored in the Renkoji Temple in Tokyo is not the ashes of Subhash Chandra Bose. There was a secret plan to transport Bose to the Soviet Union. India gained independence on August 15, 1947. On this day, Netaji Subhash Chandra Bose is remembered among the heroes of liberation movement. His monuments were erected around the country. His house museum works in West Bengal. On his birthday, the official authorities of the country speaks about him. University and colleges, airports and streets, metro stations, and magazines are named after him. They make films and write about him. Subhash Chandra Bose is an unforgettable national hero. He had tremendous love for his country. Furthermore, the great personality sacrificed his whole and was ready to use every opportunity to achieve its independence. Thank you for attention. Do you have any questions? I can't hear you, sorry. Вадим Викторович, у тебя выключен звук. Yes, Все, Евгений Васильевич, понял. Thank you so much. Еще одна небольшая техническая накладка. Мы передаем слово последнему нашему участнику, Таль Линой из Израиля. Тель-Авив на связи, да? Добрый день. Да, Тель-Авив на связи, безусловно. Еще раз рад всех приветствовать, всех участников и организаторов этой очень важной конференции проблем фальсификации истории реабилитации нацизма. Мой доклад, как
Вадим уже сказал, это Холокост и правовая ответственность в Израиле за его отрицание. И я как гражданин Израиля и как внук ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и правозащитник рад приветствовать всех. Прежде немножко об этимологии, что такое Холокост. Как мы знаем, слово греческого происхождения, оригинальное значение которого – это жертва всесожжения, это жертвы, которые приносились древними греками своим языческим богам более 2000 лет назад. Все эти события уже давно забыты, да и слово это к 20 веку тоже уже было основательно забыто и кануло в лету. Но, к сожалению, в 20 веке оно получило новую жизнь после того, как в печах нацистских лагерей смерти во время Второй мировой войны были сожжены десятки миллионов мирных жителей и военнопленных. Слово «Холокост» или «катастрофа европейского еврейства» в годы Второй мировой войны есть на иврите слово «шоа», специальное для того, что произошло в эти годы. Это когда из 9 миллионов евреев, которые проживали на 1 сентября 1939 года в Европе, то есть канун Второй мировой войны, а во всем мире тогда проживало 18 миллионов евреев, нацистами и их пособниками было уничтожено 6 миллионов, то есть 2/3 евреев Европы и 1/3 всего еврейского населения мира на тот момент. И такая численность до сих пор не восстановлена, до сих пор спустя 75 лет после окончания войны. И ввиду чудовищных размахов катастрофы еврейства Холокост стал одним из самых зловещих символов Второй мировой войны, а попытки его ревизии, в том числе полного отрицания, одним из важнейших аспектов фальсификации истории. Корни Холокоста находятся в расовой теории о главенстве арийской расы и неполноценности других рас, в первую очередь евреев, цыган, а также славян. Подробно изложенный в главном произведении Адольфа Гитлера «Майн кампф», что переводится с немецкого как «Моя борьба», практический смысл расовой теории нацизма выражался в полном истреблении евреев и цыган, ну а славянским народам было предусмотрено некоторая поблажка. В случае победы нацизма их численность сократили бы до уровня, достаточного для обслуживания нужд расы господ, то есть арийцев. Книга «Майн кампф» написана автором почти 100 лет назад, в середине же 20-х годов прошлого века она разошлась миллионными тиражами еще до прихода нацистов к власти, а затем стала главным бестселлером в Третьем Рейхе и пользуется до сих пор немалой популярностью. Книга послужила теоретической базой и отправной точкой для геноцида евреев и других неполноценных в свете расовой теории народов. Холокост, о котором мы говорим, происходил поэтапно с момента прихода к власти в Германии НСДАП, национал-социалистической партии, во главе с Адольфом Гитлером, главным идеологом в 1933 году, и до полного разгрома гитлеровской Германии и ее приспешников Красной армии при участии армий союзниц по антигитлеровской коалиции в 1945 году. На первом этапе реализации плана нацистов очистить Германию от евреям предлагалось просто покинуть страну, и поначалу даже разрешалось вывозить с собой некоторые материальные ценности. Но далее постепенно в течение 30-х годов прошлого века масштаб преследования евреев нарастал, и нацистские отряды штурмовиков перешли к физической расправе над евреями и уничтожению их имущества и изъятию остального, оставшегося.
Возможности для спасения при этом были, но таяли на глазах, и один из массовых, наиболее известных еврейских погромов тех лет в Германии известен как «Хрустальная ночь», когда ноябрьской ночью 1938 года, то есть ровно 82 года назад, штурмовики громили еврейские магазины и бизнесы, отсюда название «Хрустальная», которое напоминает о разбитых витринах, жгли синагоги и убивали евреев по всей стране прямо на улице. Новый трагический виток произошел с началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась и быстро захватила Польшу. На тот момент в Польше проживала одна из самых больших общин в мире, более 3 миллионов евреев. По численности община Польши была сравнима только с еврейскими общинами СССР и Соединенных Штатов. И практически вся была истреблена. На всех захваченных фашистами и их союзниками территориях государств как Западной, так и Восточной Европы тут же организовывались еврейские гетто, это такие городские резервации, пределы которых евреям было запрещено покидать под страхом смертной казни, иначе как для выполнения принудительных работ в интересах Рейха. Все евреи подлежали немедленной переписи, и для них обязательным было постоянное ношение на одежде особого отличительного знака, желтой шестиконечной звезды Давида с надписью «Юде», то есть «еврей» по-немецки. Постепенно происходили так называемые акции, то есть уничтожение еврейского населения городов и населенных пунктов карателями войск СС, так называемыми Айнзац-группами, которые формировались не только и не столько из немцев, но и из многочисленных представителей армий государств-союзников, например, Румынии и Венгрии, чьи каратели отличались особой жестокостью на оккупированных территориях СССР и не только по отношению к евреям. Они были жестоки и бесчеловечны настолько, что по некоторым источникам в Красной армии даже было негласное распоряжение не брать в плен солдат венгерской армии. Кроме того, Айнзац-группы комплектовались и пособниками из населения оккупированных территорий, без которых катастрофа вообще не стала бы возможной, в частности, в таком вопиющем масштабе. У немцев просто для этого не хватило бы человеческих ресурсов, которые были нужны на Восточном фронте. Временно сохранялась жизнь лишь тем евреям, кого можно было использовать в качестве рабочей силы на принудительных работах. Также происходила параллельно массовая высылка евреев в концентрационные лагеря. Затем наступила самая заключительная, самая чудовищная фаза Холокоста, когда после того, как произошел коренной перелом во время Второй мировой войны, после победы в Курской битве, после победы, начала и победы в операции «Багратион», когда была освобождена Западная Украина, Белоруссия, Красная армия, была восстановлена довоенная граница СССР, Красная армия приступила к освобождению Польши. И тогда примерно во второй половине 1943 года, начало 1944, стало очевидно, что скорый разгром Германии и ее приспешников неминуем. И после этого нацистами был принят план окончательного решения еврейского вопроса. И все дожившее до этого момента еврейское население подлежало тотальному уничтожению. План приводился в исполнение главным образом путем депортации евреев уже в лагеря смерти, а не просто в концентрационные лагеря. И там они сразу отправлялись в газовые камеры и крематории. Не подлежит никакому сомнению факт, что только давшаяся невероятной ценой победа Советского Союза и стран-членов антигитлеровской коалиции
во время Второй мировой войне спасла еврейский народ от тотального уничтожения. При этом огромное число еврейских воинов, в том числе оба моих деда и одна бабушка, сражались и приблизили победу Красной Армии и союзников, демонстрируя беспримерный героизм. Тенденция фальсификации фактов о Холокосте не нова. Первые попытки начались практически тут же, после окончания Второй мировой войны, от искажения отдельных аспектов и до полного отрицания самого факта катастрофы. Казалось бы, как можно отрицать очевидные факты, известные дословно, главным образом благодаря пресловутой нацистской пунктуальности, с которой убийцы регистрировали и фиксировали все и вся. Сохранилось огромное количество документов, и были живы непосредственные участники тех событий, которые дали, многие из которых были допрошены и дали исчерпывающие показания, подкрепленные документально. И тем не менее, это отрицание, искажение происходило тогда, и тем более происходит сейчас, когда участники тех событий стали уже далекими, а большинство участников уже не находятся на этом свете, к сожалению. Фальсификаторы, например, отрицают использование газовых камер для уничтожения людей, либо утверждают, что газовые камеры использовались не для умерщвления путем удушения, а для санитарной дезинфекции. Вот такие высказывания. Фальсификация Холокоста вплоть до его полного отрицания осуществляется и на государственном уровне, и как следствие на бытовом. Это происходит и по политическим, и по геополитическим мотивам, являясь одним из проявлений антисемитизма. Например, несмотря на бесчисленные свидетельства и документы, отрицание Холокоста осуществляется, в частности, рядом арабских государств, наиболее заметным из которых на сегодняшний день является Иран. Это происходит на почве конфликта с Израилем, которая является единственной демократией на Ближнем Востоке с момента основания нашего государства в 1948 году, и нежелание признавать это злокачественное новообразование на Ближнем Востоке и борьбы за влияние в регионе. Другие страны, такие как Литва, продвигает законопроект, в котором обусловлено, что страна не участвовала в Холокосте, поскольку законодательное такая обусловление, это как факт, поскольку она была оккупирована, и литовский народ не мог участвовать в осуществлении этого зла, за исключением некоторых представителей, и что машиной уничтожения управляли чужаки, то есть немцы. Собственно, чужаки, конечно, могли управлять, чужаки приняли этот план окончательного решения еврейского вопроса, они могли управлять, они могли давать директивы. Но, как я уже сказал, осуществление этого плана на местах не могло осуществиться только немцами. Оно осуществлялось при привлечении огромного количества, в частности, литовцев на их территории. Мы знаем, что в легионе был создан литовский легион Waffen-СС, который принимал участие в этих злодеяниях, да и многие литовцы тоже, причем с радостью, принимали участие в геноциде евреев и отъеме их еврейского имущества, и также в уничтожении военнопленных Красной Армии. И
многое-многое другое, и без них это не было возможно, не представлялось бы возможным, особенно в таком масштабе. Ну а, как мы знаем, согласно международному, ну, израильскому праву и международному праву, даже само, если директивы не исходили из Германии, то осуществление таких приказов, которые являлись чудовищными и противоречащими любым законам и нормам и международным конвенциям, в том числе на тот момент Гаагским конвенциям, которые были приняты после Первой мировой войны. Само это, уже этого было достаточно для того, чтобы отдать всех участников под суд и под суд, под международный трибунал, собственно говоря, как и вещи происходят после, например, в данный момент тоже международный трибунал в Гааге. Это действующая и набирающая обороты инстанция, Европейский суд по правам человека. Это вся тема только развивается и набирает обороты, и после событий, после известных событий в Югославии и других, не стесняются предъявлять обвинения, отдавать под суд, и не только людей, которые принимали там какие-то планы или программы и давали указания, были главными вдохновителями этих процессов, но и непосредственных исполнителей. Вот, поэтому литовское политическое руководство, мягко говоря, лукавит в этом вопросе. Вот, также Молдова, которая стремится попасть поскорее в Евросоюз, и поэтому прежде всего стремится угодить главным образом Германии, которая занимает главенствующую позицию в Евросоюзе, ну а также Румынии, с которой у Молдовы наиболее тесные взаимоотношения, политические, экономические, которая помогает продвигать Молдову, путь Молдовы в Евросоюз. Так Молдова, она просто изъяла из учебников истории главы, которые касаются истребления евреев немцами и румынами на территории Молдовы во время Второй мировой войны. Ну, нет больше темы в учебниках истории, ну и проблемы тоже нет. Польша в 2018 году приняла скандальный закон, который предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы за инкриминирование польскому государству или народу участия в преступлениях немецких нацистов и их сообщников. Ну, все очень просто. Проживала, как я сказал, на 1 сентября 1939 года, начало Второй мировой войны, немецкое вторжение. Проживало 3 миллиона практически евреев на территории Польши. Практически все были истреблены нацистами и польскими приспешниками. Ну а те несколько десятков тысяч, которым удалось выжить после всех этих чудовищных событий, большая часть из них были истреблены уже после войны самими поляками, польскими националистами с 1945 года по начало 50-х годов, а остальным удалось после образования Израиля в 1948 году сбежать в Израиль. Осталось в Польше после всех этих событий очень
ничтожное количество евреев. Сегодня есть в Польше еврейское население, оно совершенно ничтожное. И израильским туристам поляки объясняют, как они жалеют о том, что произошло, и как они сохраняют еврейское здание еврейских синагог на сегодняшний день, и так сказать, даже видел видеозаписи израильских туристов, как поляки там поют еврейские песни, там, да, чтобы привлечь внимание туристов из Израиля. Вот, все хорошо и все замечательно. Может быть, конечно, были и те, которые спасали евреев, и среди поляков огромное число людей, как нигде в других странах, получили статус от израильского правительства, статус звания праведников мира за спасение евреев в эту тяжелую годину. Но, опять же, все-таки на государственном уровне и в подавляющем большинстве случаев самые чудовищные зверства произошли именно на территории Польши. И, конечно, негоже и очень оскорбительно, и очень разочаровывает этот такой законопроект, тем более со стороны Польши, которая везде, по всему миру и в любых инстанциях, и при любой возможности жалуется на геноцид и на дискриминацию со стороны Советского Союза, то, что происходило до его распада, начиная с 1939 года, после того, как Красная Армия присоединила по части польской территории по пакту Молотова-Риббентропа. Вот, конечно, я ни в коей мере не оправдываю этот пакт и все эти действия, и все те драматические и трагические события, которые имели место и которые получили признание после прихода к власти администрации Бориса Ельцина в свое время и далее. Ни в коем разе я это все не оправдываю, но просто я подчеркиваю, что та страна, которая жалуется на то, что с ней и с ее народом произошло такое, и указывает на виновных, и требует признаний и наказания, получить, так сказать, то есть это принятие 2 года назад такого скандального закона, это, ну, как минимум, это двуличие, это двойные стандарты, и это крайне оскорбительно и неприемлемо. Это плевок в лицо всем евреям мира и государству Израиль в том числе. Израильское правительство ответило на этот новый польский закон резкой критикой, а историки и люди, пережившие Холокост, а таких в Израиле много, были, и все мы, конечно, были, ну, мягко говоря, шокированы происходящим. Тенденция фальсификации Холокоста наблюдается и в самой Германии, где за прошедшие с окончания Второй мировой войны 70 лет сменилось уже несколько поколений, и новым поколениям все больше надоедает волочить на себе вину за уничтожение их предшественниками евреев и других народов. Отрицание Холокоста или его масштаба имеет не только политические или геополитические, но и, что не менее важно, и банальные материальные причины, которые кроются главным образом
в обязательном для государств, которые вступают в Евросоюз, осуществление реституции, то есть возвращение законным хозяевам или их наследникам незаконно отнятого у них в период Второй мировой войны и Холокоста имущества. Ну, в частности, опять возвращаясь к Польше, там это изъятие еврейского имущества имело особенно большие масштабы. 3 миллиона евреев, в основном это евреи составляли польскую экономическую элиту государства на тот момент. Практически вся эта элита была уничтожена. Остался в руки тех, кто уничтожал евреев, попал колоссальный фонд недвижимости и других материальных ценностей, в том числе произведений искусства, которые и все это на сегодняшний день из того, что сохранилось, это главным образом это фонд недвижимости, который остался, если не был разрушен во время войны, при освобождении Польши, например. Поэтому все, что осталось, принадлежит не просто перераспределению, а фактически передаче в руки иностранных граждан, потому что, как я сказал, что евреев их на территории Польши сегодня мизерное количество потомков. Все потомки уничтоженных евреев проживают за границей, главным образом в Израиле, поэтому эта недвижимость подлежит передаче в руки иностранных граждан, вот, что особенно невыгодно для Польши. Ну и вообще ничего не выгодно, потому что никто ничего отдавать и распределять не стремится. Такие случаи есть, добиваются, ведутся мои коллеги, юристы и адвокаты ведут такие международные дела совместные, польские, израильские адвокаты и другие, наследственные дела, доказывают наследственные цепочки, наследственную приемлемость. Это не так просто сделать, потому что сохранившихся документов оказывается зачастую недостаточно, но прецеденты есть, и таких случаев немало, но, опять же, Польша создает очень много препон на этом пути, это очень непростой путь. Ну, а предпочла бы вообще это не делать, поэтому при первой возможности это будет свернуто. Такая деятельность. При первой легальной возможности, которая будет предоставлена. Ну, пока Евросоюз этого требует, так отвертеться полностью невозможно, но вот такая ситуация. И в настоящий период, через 75 лет после окончания Второй мировой войны, на руки фальсификаторам, как я уже сказал, играет тот факт, что прошло несколько поколений, 75-80 лет – это уже 4 поколения, что в живых осталось практически уже и не осталось живых свидетелей, а те, кто остался, это были люди детского возраста. Свидетельства собираются такие в государстве Израиль. Я думаю, что все из вас слышали про мемориал Яд Вашем. В переводе с иврита это переводится как «рука и имя». «Рука и имя», вот такое вот название этому дали. Он хранит огромное количество свидетельств и показаний, и в том числе видеопоказаний, что интересно. Я думаю, что в России тоже это неплохо бы это взять на вооружение. Собираются, как только, например, вот как только стало возможно, стали записывать на видео, как только стала возможность записи в формате 3D, объемном, это также стало осуществляться. Вот людей уже нет в живых,
Эти свидетельства сохранятся навечно. Очень много документов, которые были изъяты, в том числе и в концлагерях, и в Германии, с подробными списками и датами уничтоженных людей, по которым можно даже установить, какими эшелонами и в какую дату они были и откуда люди были депортированы и где уничтожены. Но опять же, это не документация далеко не полная, конечно, но есть. По моему мнению, одним из главных методов борьбы с фальсификацией истории вообще и Холокоста в частности, как неотъемлемой и одной из главных составляющей этой истории войны Второй мировой и Великой Отечественной, помимо воспитательного аспекта, это законодательный аспект, потому что не все удается сделать добровольно, не все можно добиться через убеждение. Поэтому это необходима законодательная регуляция, потому что процесс не может быть только добровольным, он должен быть добровольно-принудительным, как ДОСААФ примерно, я еще это помню, как взносы в ДОСААФ, да, и в другие добровольно-принудительные организации. Поэтому это должно осуществляться путем принятия и неукоснительного применения, потому что принять мало. Должна быть не просто буква закона, должна быть соблюдена. Законы, которые запрещают подобную фальсификацию и предусматривают за это уголовное наказание, которое приводится в исполнение. При этом желательно, чтобы такие законы имели действие экстратерриториальное, то есть не только на территории государства, которое применяет такой закон, при котором юрисдикция государства, принявшего закон, распространялась бы на деяния, которые совершаются на территории других государств, чтобы можно было привлечь практически всех известные, за все известные случаи вот таких вопиющих нарушений. Кроме национального законодательства, большое значение в борьбе с фальсификацией истории является подписание между государствами международных конвенций, в том числе билатеральных, и их, согласно международному праву, их ратификация национальными парламентами. В Израиле это израильский Кнессет, в России Дума, и затем тщательное применение и выполнение. Так, в Израиле вскоре после создания государства Израиль, это произошло в мае 1948 года, то есть через 3 года после Великой Победы, было образовано государство. Затем в 50-м году был принят закон об осуществлении, это один из практически первых законов государства Израиль, закон об осуществлении правосудия по отношению к нацистам и их пособникам. В частности, по этому закону в начале 60-х годов был судим и приговорен к смертной казни через повешение известный нацистский преступник Адольф Эхман, который скрылся после разгрома гитлеровской Германии. Ему удалось наряду и с другими преступниками скрыться в Аргентине. А в начале 60-х годов его местонахождение было определено израильскими спецслужбами, и в результате тайной операции он был вывезен из Аргентины, доставлен в Израиль и подвергнут суду, и даже
получил право апелляции. Ну, в конце концов, на этом суде было заслушано огромное число свидетелей, были просмотрены, представлены суду километры кинохроники, в том числе кинооператоров Красной Армии, о том, что происходило, в том числе кинохроника самих фашистов, которые с большим удовольствием документировали все свои подвиги, в кавычках, на оккупированных территориях, в том числе на территории СССР. И при этом не боявшись при этом, что когда-нибудь они даже не могли в то время себе представить, что когда-нибудь за все это придется ответить. Как ответил Эйхман и другие нацистские преступники в других странах. Как и во многих развитых странах, израильское уголовное законодательство не предусматривает, в принципе, наказание в виде смертной казни, как и в России в том числе. Но вот то, что касается этого закона, то по отношению к нацистам и их пособникам смертных, это исключительный случай, когда смертная казнь применяется и приводится в исполнение. Причем, если за преступление не только против еврейского народа, но и вообще человечества. Спустя годы, уже в 1986 году, на тот момент прошло уже больше 40 лет после Великой Победы, и прошло 2 поколения после этого, и к этому моменту масштаб фальсификации, отрицания Холокоста достиг некоторого критического уровня. И тогда израильский парламент, Кнессет, принял закон о запрете отрицания Холокоста. А в законопроекте, который был подан тогда, необходимость принятия закона объяснялась, в частности, тем, что отрицание катастрофы является экзистенциальной угрозой для государства Израиль и еврейского народа в целом. Закон предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы за публикации в письменной либо даже в устной форме. Ну а в наше время, тогда, в то время не было интернета, какие-то были зачатки тогда или самое начало его великого пути. Но поэтому в наше время, когда это интернет становится одной из главных форм общения и выражения своих мыслей, агитации и идеологическим инструментом, поэтому в наше время под это определение публикаций, разумеется, подпадают и любые публикации в виртуальном пространстве, в том числе в социальных сетях, содержащие отрицание деяний, совершенных в период нацистского правления и являющихся преступлением по отношению к еврейскому народу или по отношению к человечеству в целом, а также публикации, которые преуменьшают масштаб этих деяний. То есть не просто закон называется отрицание, но название закона не отражает на самом деле меры ответственности, определения самого уголовного преступления, которое предусматривает ответственность и за преуменьшение. То есть все то есть то, о чем мы говорим, это фальсификация, искажение масштаба этих деяний с целью защитить тех, кто осуществил эти деяния, либо выразить им эту симпатию, сочувствие или солидарность. При этом мотивы совершенно не важны. Это происходит на бытовом уровне или на государственном уровне, в каких-то геополитических целях.
Вот, хотя реализация очень сложна таких положений, особенно когда речь идет о осуществлении такой фальшивой пропаганды на государственном уровне. Ну, вот как это, например, происходит в той же Польше, например, да, где принимаются еще и соответствующие законы. Политиков очень трудно призвать к ответственности ввиду их неприкосновенности. У них есть политический иммунитет. Вот, у дипломатов есть дипломатический иммунитет. Это очень непросто сделать. Вот, при попытке попытаться, ну, собственно говоря, получаются вот такие вот, приходят вот такие ответы. Вот, на бытовом, то, что происходит на бытовом уровне в таких странах, ну, практически мы этого не знаем. Это очень тяжело, сложно вскрыть такие вещи, поэтому в основном отрицание и фальсификация происходит все же. То, кто этим занимается, они находятся на таком уровне, до которого очень непросто добраться. Как я уже сказал, если это не политики и дипломаты, то это и не члены парламентов, то это какие-то общественные деятели, например, да, которых тоже это все очень непросто и не гладко в данном случае, потому что, как правило, есть и прикрытие, потому что если это происходит, если такие случаи происходят, то кто-то в этом заинтересован, да, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Вот, поэтому это очень непросто, и поэтому борьба с такими феноменами скорее осуществляется на дипломатическом и политическом уровне, нежели на уголовном, к сожалению. Вот. Несмотря на то, что уголовное право, государство Израиль придало этому закону ту экстратерриториальность, о которой я говорил, то есть отрицание Холокоста и фальсификация в любой стране, в любой точке мира рассматривается как таковое на территории Израиля и, соответственно, подлежит уголовному преследованию в нашей стране. Вот. Но, опять же, буква закона – это одно, а имплементация, то есть реализация буквы закона – это уже что-то совсем другое. Это все это непросто. Вот, поэтому это тоже одна из главных тем для сотрудничества между странами, между нашими странами, в частности, Израиль и Россией, не только в законодательном процессе и принятии соответствующих конвенций, но и правовая помощь на уровне Министерства юстиции. Конвенция между нашими государствами есть, она называется Конвенция о правовом содействии между Россией и Израилем. Регулярно, ну, я знаю, регулярно приходят запросы. Я их лично видел даже когда еще служил в системе. Запросы о юридической помощи в наш Минюст, в том числе по поводу экстрадиций, в том числе по поводу получения различных документов, которые могут использоваться на территории России для доказательства, для усиления доказательной базы и доказательства вины в судебных инстанциях. Но опять же, это нуждается
нуждается это все в улучшении, такое сотрудничество и принятии дополнительных законодательных и практических мер. Подобные законы существуют и в ряде других государств, и в том числе и в Германии. И очень желательно, чтобы они были приняты и применялись повсеместно, потому что в Германии применение есть, но, опять же, как я говорю, что там растет тенденция больше уже освободиться от этих оков, для них как психологических, да, там население, особенно то, что я слышу уже с моего неформального общения, очень как бы особенно это на территории, тенденция была выражена на территории Западной Германии. Там, скажем так, воспитательная процесс, подоплека были после окончания войны были настолько сильны, что немцы, как они говорят сегодня, что у нас развили комплекс по отношению вот к тому, что касается вот комплекс вины, да, комплекс вины. То вот они многие оперируют такими вот психологическими терминами из области психологии, да, что у нас развили комплексы вины вот по отношению к развязыванию Второй мировой войны, агрессии, злодеяниям, геноциду и стремлению евреев. Ну, к сожалению, не все так думают, конечно, но есть, таких высказываний все больше и больше, и поэтому вопрос, и, соответственно, рано или поздно это будет влиять все больше и больше, и, конечно, допустить нельзя допустить, чтобы это привело к полному изъятию из истории этих важных страниц. Вот, поэтому в этом состоит важность проведения деятельности, проводимой всеми участниками конференции, за которую я всем очень благодарен, вам, всем участникам, и рад был принять участие. И я благодарю вас всех за внимание к моему докладу и желаю всем нам и нашим единомышленникам, которых, слава богу, немало, внести важную лепту в борьбе с фальсификацией истории и Холокоста. Поэтому еще раз всем спасибо и до встречи. Таль, огромное спасибо за очень интересный, обстоятельный, содержательный доклад. Уважаемые Спасибо, коллеги, Вадим. Спасибо, Таль. Уважаемые коллеги, время у нас подходит к завершению. Я предлагаю высказаться, задать какие-то вопросы. Каждый докладчик не больше 3 минут. Есть у кого-то желание высказаться? Я бы хотел пару заметок сделать. Слышно меня? Нормально? Алло. Да, слышно вас. Слышно. Да? Значит, на что бы я хотел обратить внимание? Ну, во-первых, поскольку вот от нас Индия очень далеко, и мы, так сказать, весьма смутно представляем вот эти проблемы Англия, Индия, Япония, хотя в Англии, в Индии я побывал, в Японии нет, но очень для меня это другой мир. Поэтому вот очень интересна была эта история о индийском герое, о Чандра Босе. И я вот для себя задаю вопрос, труднее будет задать его индийцам, потому что я думаю, что они тоже не поймут этот вопрос. Так кем он был? Власовцем или
другим каким-то героем индийским, понимаете? Вот для меня это непонятно совсем. А вот Макарчуку Сергею Владимировичу я бы хотел в его очень интересной истории о коллаборации сказать, что, например, отношение, условно говоря, к власовцам, потому что это сложный термин, в Чехии исторически понятно иное. Почему? Потому что вот героические чешские легионеры, они потом очень долго приветствовали белых офицеров, бежавших из России в Чехию, и других жителей Российской империи, которые переселились после революции в Чехию. Поэтому Роа не было в прямом понимании русском как такой предательской партии. Там были люди, которые с 21 года воевали с Россией, понимаете, воевали с... Это очень сложное явление. Мне бы хотелось обратить внимание Сергея Владимировича на вот такой интересный факт коллаборации русских эмигрантов в Чехословакии. Значит, я вообще попечитель фонда «Русская премия», это литературный проект, и я занимаюсь многими славянскими делами. Поэтому вот Вадиму Викторовичу мне бы хотелось сказать, что меня, конечно, немножко шокирует, как, впрочем, не только в отношении язычества, а и выступления многих других участников нашего форума, меня шокирует запретительная тенденция. Вы понимаете, все хотят что-то запретить. Вот мне это как-то меня очень настораживает, понимаете, все хотят законы, чтобы они действовали везде, где я хочу, понимаете, а чтобы у меня они не действовали другие встречные законы. То есть вот я бы обратил внимание на то, что, например, в Чехии из славян молодежь бежит в кельты, понимаете? И вот это очень такой важный процент размывания славянства. И когда мы пытаемся подавить родноверие, другие славянские традиции, запретить квадрат сварога, мы этих молодых людей толкаем совсем в другие сообщества. Сообщество кельтов, кельтские собрания в Чехии собирают тысячи молодых людей. Это коммерческие проекты, но туда бегут люди из обществ славянских, где, простите, одни старики, понимаете? А вот в этих... Или они, условно говоря, поганцы, понимаете? То есть или поганцы, или старики. То есть и вот вся молодежь бежит в кельты. Этому процессу нужно что-то противопоставить. Вот мне кажется, что это касается и нескольких других выступлений, вот и Кувшинова, и других, что, во-первых, вот эти как-то ограничить эти запретительные меры, законодательно-запретительные меры, не дай бог что-то сказать, уже теперь нельзя спросить, простите, а вот я не очень разбираюсь в некоторых подробностях Холокоста, а могу я задать вопрос? Лучше не задавайте, говорят мне мои друзья-евреи, лучше не задавайте, понимаете? То есть вот с кельтами это очень интересная коммерческая штука, и мне кажется, что мы боимся впустить коммерциализацию в славянские, в русские, в дела, которые мы обсуждаем. Я думаю, что это не очень хорошее решение, потому что, например, игры будут играть в лучшие игры. И если русские и славяне представят молодежи лучшие игры и лучшие кинофильмы, то молодежь будет смотреть лучшие игры и лучшие кинофильмы и будет подражать этим героям, понимаете? То есть вот прекрасный русский сериал, там, «Ментовские игры», понимаете? То есть это такой своеобразный Джеймс Бонд, только с меньшим финансированием. Если бы там финансирование было побольше и серий было бы
не 150, а хотя бы там 20, то это бы по всему миру можно было раскрутить. Конечно, поднимая на мировой уровень это явление. Вот несколько замечаний. Спасибо за внимание. Александр Викторович, вам огромное спасибо за мнение, за комментарии. Вы озвучили дискуссионные вопросы. Я предлагаю следующую конференцию посвятить как раз обсуждению тех проблем, которые вы подняли. Ну, на неоязычников у меня свой взгляд, отрефлексированный и опытом участия в качестве судебного эксперта. Я понимаю, только судиться с вами, что нормально не получится. Да нет, ни в коем разе. Мы же с вами коллеги, поэтому на уровне обсуждений вот эти вопросы можем на следующей конференции, я думаю, что, наверное, да, обсудить. Дмитрий Геннадьевич. Да, у меня вопрос к нашему израильскому коллеге, к Талю, если он нас слышит сейчас. Слышу хорошо, прием. Спасибо. Но перед этим я хочу небольшую реплику сделать. Знаете, коллеги, в чем самая большая проблема постсоветского пространства, включая Россию? Но мы не постсоветское пространство. Нет, хотя некоторые так утверждают, да. Как у Высоцкого, да, а там на четверть бывший наш народ. Четверть бывший наш народ. Вот человек был пророком, все-таки пророком. Ну да. Вот я просто что хочу сказать, вот именно в порядке реплики ко всем. Вся проблема наших коллеги постсоветского пространства в том, что у нас запрещена идеология. Поэтому отсюда и все эти родноверы, язычники, кельты, нацисты, коммунисты, либералы, имперцы, в общем, кого только нету. Вот это раздражает. Таля, вот у меня к вам вопрос. Вот вы говорили вот у вас какие конкретно претензии, вот именно как у юриста, к документу, который называется пактом Молотова-Риббентропа, хотя это договор о ненападении между СССР и Германией. Да, секретный протокол. Дело в том, что с секретными протоколами... Кстати, я не сказал, что у меня есть, я не использовал слово претензии. Я это немножко по-другому сформулировал. Ну, нет, я просто сам для себя решил, что это как бы в форме претензий, вы сказали. Для меня я бы сказал, что для меня это спорный документ. Смотрите, я понимаю, я не являюсь, скажем так, я не сказала да, милорд, я не сказала нет. Я не отношусь к тем, кто анти. Вот, но в то же время я не хлопаю в ладоши. Когда слышу про деятельность и события тех лет. Просто есть несколько обстоятельств, которые, скажем так, мешают все принять, польские претензии, прежде всего, принять на веру. Дело в том, что советские войска вошли на территорию 17 сентября 1939 года, на которой вообще никакой власти не было. И посмотрите, где они остановились. Вы наверняка знакомы с понятием таким, как линия Керзона. Допустим. Это те территории, которые еще в этом 18 году... Я не был знаком с самим лордом Керзоном, но... Я тоже не был знаком, но о том, что такое линия Керзона, я знаю. Эти земли признала частью Советской России именно Антанта. Просто во время Советско-Польской войны 20 года СССР эти территории потерял, а потом, соответственно, вернул назад. Это обыкновенная геополитика. И, кстати, хочу отметить две интересные особенности. Ни одна страна мира тогда не считала СССР стороной конфликта. Хотя и Лига наций не признала СССР агрессором по отношению к Польше. Хотя осенью того же года призналась агрессором СССР по отношению к Финляндии. То есть никаких обязательств, самое главное, перед Польшей СССР не имел. А те, кто имел, Англия и Франция, они ее просто сдали. Спасибо большое. Ну, смотрите, если они ее сдали, это не давало, однако, права
на агрессию против Польши. Да, я сейчас не говорю, что нет, я не называю СССР агрессором сейчас. Я не это имел в виду. Я имею в виду в общем. Мы сейчас говорим о вещах, об общих понятиях, да. Ну, то есть это если тебя кто-то должен защищать и не выполняет свои обязанности, это не значит, что кто-то может прийти и на тебя и проявить к тебе агрессию. Это не дает права, понимаете? Это немножко не так работает. Вы об отношениях белорусов к Польше никогда не слышали? Вот именно те, которые были под польской оккупацией с 20 по 39 год. Там конкретная была песня. Вы не думайте, поляки, вас не будем боронить, мы засядем в окопах и горилку будем пить. Вот так вот. Ну, это вот смысл такой, на самом деле. И поляки, польские офицеры, которые брали в плен наши, они, скажем так, очень просили отправить их в тыл, чтобы их местное население не порвало на части. Ну, это к вопросу об отношениях. Вы слышали мое отношение к этой стране, вы слышали мое тоже далеко не однозначное отношение, понимаете? Совершенно. Я тоже. С Польшей, например, вот, если коллега... У меня вообще неоднозначное отношение. У меня как юристу, хороший юрист – это сомневающийся юрист, да, то есть мне как бы мне профессионально сомневаться – это мой профессиональный долг. Вот. Ну, совершенно верно. Особенно, когда дело касается политики, ну тут вообще геополитики, тут вообще нет однозначных и простых решений, понимаете? Поэтому я готов многое понять, понимаете? Я, опять же, про историю взаимоотношений Финляндии, Советского Союза и то, что, так сказать, называлось зимней кампанией 39-40 года. И, так сказать, якобы, да, так сказать, многие это называют, как в мире, это в правозащитном мире, так сказать, как это принято, что это было агрессивное вторжение сталинской армии. Понимаете, я тоже правозащитник, но вот я так сказать, вот я очень осторожен в подобных высказываниях. В частности, знаете почему? Потому что я понимаю чисто практический смысл, что тогда происходило. Потому что я ведь в прошлом житель Ленинграда. Я родился в Ленинграде и вырос там, и оттуда уехал в Израиль. Поэтому мне очень хорошо, я ведь все эти места видел своими глазами. И я своими глазами видел, где проходила историческая граница. Мы там, так сказать, и в пионерском возрасте бывали, нас туда возили, и в плане, так сказать, патриотического воспитания, которое тогда было, конечно, так сказать, некоторые вещи сегодня называют перебор, может быть, была какая-то фальшивая героизация, тоже издержки. Это все, как бы, я тоже это все признаю. Как вы поняли, у меня и в этом тоже неоднозначное отношение. Но меня не рвет, как многих других, не кидает из одной крайности в другую, понимаете? Вот, да, были перегибы, были перекосы, назвали многих героями тех, кто ими не был, вот, и не назвали тех, которые были. Это всегда было, есть и будет на самом деле. Это не только по отношению ко Второй мировой или Великой Отечественной войне, это так было всегда. Это всегда. Уважаемые коллеги, прошу прощения, вклинюсь в разговор. Сейчас у меня появилось уведомление, что наша конференция заканчивается. Мы с вами почти 5 часов говорим. Я предлагаю перенести наше обсуждение на Facebook. Можно создать комнату, да, для беседы, можно создать беседу, тем более все мы на Фейсбуке есть. Ну вот я наконец-то, Вадим, когда я наконец-то дорвался до такого интересного собеседника, и тут вот... Да нет, нормально. Дмитрий есть у меня на Фейсбуке в друзьях, вы у меня тоже есть в друзьях на Фейсбуке. Я вас сдружу там. Вот, с удовольствием. Я рад, что Дмитрий, да, он как-то, видимо, по поводу немножко такой, у него так вопрос был поставлен, он так немножко с
с таким cum gramo salis, да, так сказать, с ложкой соли. Такой был немножко, но я вас это вот, я думаю, что, так сказать, в процессе, в продолжении нашего общения, я думаю, что я, так сказать, вы больше поймете, да, и, так сказать, этого будет, настороженность исчезнет совсем, я думаю. Да настороженности нету. Мы же все так или иначе, кто занимается исследованиями, понимаем, что не все однозначно на белом свете. Уважаемые и коллеги, что мир вовсе не черно-белый. Да, конечно, Вадим. Да. Огромное спасибо за сейчас надо красиво как-то это закончить, да. Я предлагаю не останавливаться на достигнутом. У нас это вторая по счету уже международная конференция с обсуждением вопросов, связанных с фальсификацией истории, с реабилитацией нацизма. Сергей Владимирович, вы тоже, да, хотите что-то сказать в завершение? Сергей Владимирович, вас не слышно. Слушай, да, сейчас слышно? Пардон, я не включил звук в микрофоне. Ага. Да, я благодарю всех. Я просто хочу поблагодарить организаторов. Сергей Владимирович другой, да? Не слышно? Да, у нас два Сергея Владимировича, поэтому... Сергей Владимирович. Ну, я два слова. Я хочу поблагодарить организаторов. Все доклады на высоком теоретическом уровне и действительно практическая конференция. Она большое значение имеет в деле практическом. Полностью согласен с гостем из Чехии по поводу вот русской освободительной армии. Это действительно неоднозначное, сложное явление, требующее, конечно, подробнейшего изучения дополнительного. А чтобы это изучение было, надо архивы открывать архивы, смотреть, потому что все-таки большинство архивов по этому делу закрыто. Поэтому вот еще бы хотел предложить на следующей конференции или где рассмотреть историческую политику, историческая политика государств отдельных, историческая политика там групп государств типа ЕС, или даже международная историческая политика. Вот об этом здесь говорил наш гость из Израиля и так далее. А так все. Всем спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Гость из Израиля добавит пару слов, что копаться в архивах – это очень небезопасно. И первым, кто это был, и в истории это почувствовал на себе Александр Сергеевич Пушкин. Он очень увлекся изучением архивов, что и привело, в конце концов. Это не банально там какая-то история с Дантесом, и это не история, и это не любовная история. Там было что-то другое на самом деле. Вот, и вот его очень подвела любовь к архивам, к архивным материалам. Ну, тут, коллеги, тут главный принцип, который озвучил еще, если я не ошибаюсь, Роман Андреевич Руденко, генеральный прокурор СССР в свое время. Главное во время следствия не выйти на самих себя. Вот именно. Нужно выйти на правильных людей, на правильных. Но главное не выйти на самих себя. Кто тут правильный, да. Профессор Сергей Владимирович Бирюков. Сергей Владимирович. Да. Я благодарю уважаемых коллег. Были очень интересные доклады, сообщения, мнения, суждения, высказанные в процессе выступлений, в процессе дискуссии. Я думаю, что тема является почти безграничной, многоаспектной. Соответственно, ее можно изучать в течение многих лет в рамках многих проектов, уделять различные аспекты. Ну и хорошо, что мы начинаем концептуализировать, соответственно, переходить от теоретического осмысления уже к формированию более общих подходов, к формированию некоторой методологии, пока обобщенной, исследования феномена фальсификации истории. И рассматриваем и современные факты, и современные теоретические подходы к этому явлению. Я думаю, что мы будем продолжать данные направления исследовать, будем укреплять существующие связи, расширять их по мере силы возможностей. Ну и сможем уже сможем развить имеющиеся результаты, ну и прийти к чему-то более весомому, скажем так. Потому что лучше это враг хорошего. Мы поработали сегодня очень хорошо, как мне представляется. Спасибо. Почти 5 часов.
Да. Уважаемые коллеги, еще раз огромное спасибо всем за работу. До скорых встреч. Большое До скорых спасибо. встреч, да, до скорых встреч. Всего Здоровья и хорошего, сил вам, коллеги. дорогой Вадим. Да, в общем, никто пускай не болеет, пускай все будут здоровы. Все, коллеги. До Всего свидания. доброго. Всего доброго. Всего доброго.